Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим воскресеньем 9 ноября мы собрались, чтобы хорошенько пошуметь. Всем огромная благодарность за то, что уже поставили лайк и за то, что, как всегда, присоединяетесь к трансляции. Это проект «Шум». Шум, где мы шумим вместе, где ваши комментарии, они важнее даже, чем того, что происходит, потому что именно для того, чтобы мы могли свободно общаться, обсуждать все, это вот этот проект, эта программа, да, она и существует. Всем большое спасибо, что смотрите вообще из совершенно разных уголков нашей планеты, и это всегда отражает наша игра в города. Мы просто такие, бьем рекорды по географии. Вот и сейчас Греция смотрит, Горячий Ключ с нами. Финляндия, добрый вечер, передает. Донецку привет. Привет из Донецка. Запорожье, всем добрый вечер. Сидим без света, но шум это святое. Да, действительно, очень многие сидят без света благодаря вот, собственно, этому этапу эскалации и этому ужасному на самом деле. Потому что это вот сейчас как, да, первые дни, и, конечно, все спохватились, будем об этом говорить сегодня в шуме шуметь. Но если представить, что это месяц, два, 3 до весны, это, конечно, абсолютно другие перспективы, но думают ли об этих перспективах у нас, скажем так, наши карманычи, как говорится, и эти руководители? Саксония, Харьков, Запорожье, Сургут с вами, Часов Яр, Юрмала, Мукачево, Дубай шелестит, Конотоп без света, Харьков, привет, привет, Павлоград, Ярославль, шумим, село Шум, и это здорово, Кириши, Ростов-на-Дону, Саксония, Одесса на шуме, Юрмала, Николаев без света, Калининград, Красный Луч, Воронеж, Подольск на связи, Подмосковье, Вильнюс на связи и Гродно с вами. Друзья, перечисляю эти города, поставьте, пожалуйста, лайк, если что-то знакомое, близкое к вам или ваше конкретное, вы услышите в названиях этих населенных пунктов. Чернигов, большой привет. Шумим и шелестим из Сочи, Брюссель, Юрмала, Кременчук, Харьков, Дрезден. Вот так подраскидала Кременчук, Харьков, Дрезден человека. Видите как, сейчас все такие на самом деле. Куролесят, мотаются по миру. А все почему? Потому что война. Вот эта подлая и злая. Александровск, Брюссель, на связи Минск, город-герой. Мариинск, Ямал шумит. Хинвал тоже шумит. И Пинск из Беларуси, Жуковский со светом, подчеркивает пользователь. Понятно, да? Хотя... Казалось бы, сколько там, неделя, чуть больше недели назад, что ой, Жуковский без света. Шум, супер, тема, спасибо за похвалу. Дания, Ольборг, Варшава с нами Нарва шумит, Трахейм, наблюдаю, спасибо, Баден-Баден шумит, Ташкент, Кривой Рог, Израиль, Рига, Париж, Урюпинск с вами, Шумостан шелестит. Да-да-да, значит, Сергеев Посад, Швейцария, Бёрн приветствует, Мурманск, Нарва рвет наш чат и повторяет, что это тоже этот город на шуме. Благовещенск, привет, Семипалатинск, ох-охо, Семипалатинск, ничего себе, отец там служил, представляете, на ядерных советских, скажем так, военных частях. Молдова на связи, Прага, Флорида, Нижний Новгород, Белгород шумит, Бердянск, Брисбан тоже, Псков на шуме, Лямина шумит, Краснодар, Флорида, Нью-Сочи, Израиль шумит, Москва на связи. Друзья, пока все на связи, и пишите вы откуда, пожалуйста, проголосуйте в вопросе. Заставят ли блэкауты Зеленского быть сговорчивее? Имеется в виду переговоры, имеется в виду, что уступки, имеется в виду, что, в общем, приблизит ли вот этот адище с электроэнергией мир. Вот варианты ответов. Да, игнорировать народ не получится. То есть народ будет страдать, страдания, ужас, лишения, очереди, поводу, за хлебом, в общем... Лучина потужности быстро сгорит, генераторы нечем будет заправлять, и придется таки на какие-то уступки идти. Либо же нет, у него и Ермака свет будет, а это главное. Поэтому, в общем, не переживайте. В общем, это как бы проблемы индейцев шерифа не волнуют. Следующий вариант. Только если вместе с крахом фронта. Условно.
обвал фронта вместе с этой ситуацией в комплексе, да, в какой-то синергии дадут вот этот прорыв и какое-то движение вперед по уступкам и, соответственно, приведению к каким-то общим знаменателям, короче, выполнению тех или иных требований, в том числе Российской Федерации, о которых Лавров заявил. Это, кстати, очень интересное заявление, геополитически его, если так разложить, рассмотреть, опубличивать начинают порционно россияне Анкоридж. Выходит Лавров и говорит, значит, мы говорили, и США взяли на себя обязательство надавить на Зеленского, но у них возникли трудности. Вот сказал, и все, и как отрезал. Соответственно, мы из этой формулировки дипломатически можем сделать целую там, вереницу выводов о том, что из себя представляет этот процесс и почему. Вот это очень важно. Почему этот этап блэкаутов, когда рушатся даже уже подстанции, которые обеспечивают атомные электростанции в Украине вот сейчас именно на этом этапе. Ну и Украина пытается отвечать, Воронеж, там, Белгород, в общем, вот куда-то тянется, вот туда отвечает по таким же местам, то есть ТЭЦ и какие-то подстанции, какие-то энергосети. Ну и последний вариант ответа, они только укрепят вот эти блэкауты и вот эти лишения, потому что в момент острой фазы, в момент невыносимой боли, да, вот все сжимается, терпит и встраивается в режим Зеленского, в режим его закручивания гаек, в том, что он построил. И все, как бы, да, когда холодно, пытаются тулиться друг к другу, и, соответственно, все еще больше будут тулиться к власти, и никто не будет говорить, нет, вот Зеленский плохой, и сеять смуту. В общем, голосуйте, интересно ваше мнение, мы в конце подведем обязательно итоги. Также о формате нашего эфира сегодня скажу, что вопросы принимаются в клубе зрителей, в Телеграм-канале, а также на предложку «Колобок. Куда мы катимся?» Это рубрика, где вы рассказываете свои короткие истории, там, с чем столкнулись, и вот мы это публичиваем, тоже обсуждаем в комментариях. Спасибо большое, Великий Новгород с нами, и Владимир, Кольчугина, значит, даешь шум в массы, Почаев, Тернопольская область, Кировоград с вами. Спасибо большое за то, что Батуми тоже на связи. Привет, Семск, служил на полигоне. Ну да, тоже, видите, сразу Семипалатинск, как вот Семипалатинск всех объединил. Знают, что там полигон был, тот еще советский, то есть, как бы не казахский, а советский. Так, значит, всем большое спасибо. Харьков, ХТЗ, Батуми без света. Это, наверное, шутка, а может, что-то случилось. Значит, Севастополь приветствует. Спасибо большое. И за то, что вы пишете, вот даже вот из Узбекистана, Андижан, вот как, да, выговорил. Владикавказ на связи, Караганда, Казахстан, Екатеринбург, Епифань, значит, да-да-да, Архангельск, Союз, Человек Марса на связи. Ой, слушайте, а там же 3i Atlas подал сигнал. В декабре, говорят, будут в районе Юпитера, то есть мчатся к нами, немножко сбились с курса, должны были в середине ноября прилететь инопланетяне, а они вот, видимо, немножко позже будут. Как раз, помните, этот Равин выходил Днепровский и говорил о том, что 15 января все закончится. Конечно, закончится, прилетят инопланетяне, всем дадут по заднице и все закончится. Судя по всему, всем будет вообще не до того. Это так, с точки зрения такой увлекательной конспирологии, что это 3i Atlas все-таки инопланетный корабль или нет, да, или как бы такой момент. Значит, Балашиха, Лейпциг и Выборг, Червоноград на связи, и Рудный, Казахстан тоже шумит с вами. Спасибо, друзья, большое за то, что шумите. Начнем сегодняшний обзор с наипотужнейшего, если честно, я как бы разочарован. Значит, последние 2 дня, несмотря на там лютые обстрелы, несмотря на серьезную ситуацию в тылу прежде всего, Зеленский, вот он взял планку новую. Я уже думаю, это с чем-то связано. Короче, вот в пятницу, да, или там еще с фронта еще, он снимает с 2 камер свои видеообращения. Мол, одна камера, это он держит телефон и в телефон смотрит, а другая снимает, как он держит телефон. Это было во вчерашнем обращении, а сегодня что-то сдал. Видимо, воскресенье, выходной, оператор не пришел, судя по всему.
Сегодня вот такое обращение на фоне белой стены, то есть не на свежем воздухе, записывает Зеленский, что как бы тоже нам дает определенный намек на то, что ничего хорошего ждать не приходится. Но Зеленский же борется, он должен демонстрировать свою борьбу, поэтому он сегодня ввел санкции против целого ряда лиц в Российской Федерации. Бажаю здоров'я. Сьогодні є санкції України. Росія продовжує війну. У відповідь на це має бути наш сильний з партнерами тиск, такий, щоб це було відчутно для Росії, щоб були у них втрати, щоб політично це відчувалося. В сьогоднішніх указах по санкціях політичні персони, російські урядовці, які працюють на окупацію, пропагандисти різного штибу, які виправдовують Путіна, які намагаються нормалізувати війну та нормалізувати окупацію. І також ми відправляємо під санкції колаборантів та кожного, хто працює на російську машину війни. Багато було вже намагань Росії брехати світу про те, що відбувається. Багато було намагань зірвати процеси зі Сполученими Штатами Америки, з Європи. На все своя реакция. На все своя реакция. То есть вы прослушали этот эпизод о санкциях. Да? А что же, ну вот на самом деле, что произошло? Против кого, собственно, ввели санкции? Это прям очень интересно. Вот прям очень интересно, против кого ввел санкции Зеленский. Значит, вот его там публикация, да, и, собственно, понятно становится, против кого. Значит, Зеленский ввел санкции против Кирилла Дмитриева, гендиректора Российского фонда прямых инвестиций, Александра Тупицкого, бывшего председателя Конституционного суда, Александра Зорина, начальника военной разведки Российской Федерации, было ГРУ раньше, сейчас переименовали, Алексей Комков, начальник 5-й службы ФСБ, Бугаев, замминистра образования России, Оксана Лут, министр сельского хозяйства России, Амельчук, замминистра науки и издательства. Это вот эти, как это, не коллаборанты, а, как сказать, пропагандисты. Издательство «Веча», «Питер», «Книжный мир», «Центр Полиграф», «Яуза». Да, это все он сопроводил соответствующим постом. Ну, как бы такую версию его вы только что прослушали. Значит, сумасброднейшее решение. Почему? Потому что Зорин, начальник разведки, он был в Стамбуле в переговорной группе, которая официально как бы не закрыт, Стамбул-2, и там сейчас обменялись меморандумами, и пауза несколько месяцев, да, вот с августа месяца вот пауза, должны были в августе встречаться, ну, понятно, что никто не встретился, и несколько месяцев, получается, затык, обменялись меморандумами, и все. Но это член переговорной группы. И Дмитриев, переговорщик от России с Америкой. И вот эти санкции могут быть восприняты как, ну, такой серьезный плевок именно в сторону Трампа. Ведь что сказал Лавров? Надо же, чтобы как-то повлияли американцы на украинскую сторону. И, видимо, влияют. Видимо, как-то влияют, что этим решением Кирилл Дмитриев, да, ну как, он украинец, у него родственники в Украине, он там даже приезжала, по-моему, сестра, да, все там журналисты, работал он у Пинчука в конторе, он, в принципе, знаком политической тусовке был, ну, по тем годам политики, но он вводит санкции. Теперь получается Шелест под санкциями и Дмитриев, да, то есть, как бы, абсолютное решение, которое противоречит ходу переговоров. То есть это палка в колесо движения какого-то вперед. Прежде всего синхронизированного с американцами. Потому что у Дмитриева есть контакт с американцами. Зеленский плюет не только в сторону Москвы, но и в сторону Америки, и это важно. Ну и, соответственно, срывает вот эти все наметки по переговорам. Ведь переговорная группа должна быть усилена, но Зорин это вроде как, ну, член переговорной группы. Интересно, что синхронно и зеркально не вводят Россия против там, украинских переговорщиков подобные меры. Но это, наверное, еще не вечер. Свої санкції. Готуємо разом з партнерами в Євросоюзі вже 20-й пакет санкцій. Ми очікуємо протягом місяця підготовку змісту цього пакету і пропонуємо додати 20-й пакет санкцій Євросоюзу російських юридичних та фізичних осіб, які ще заробляють на енергоресурсах. І також буде оновлення по викрадачах українських дітей. Проти цього має бути дійсно тиск, глобальний тиск. І, звісно, повинно бути значно більше тиску на всі схеми, які дозволяють працювати російському воєнному виробництву.
Смотрите, обращение это очень короткое, поэтому я вот так вот его вам показываю, да, хотя кто-то говорит, ну, Шелли, сколько можно, это неинтересно. Нет, это очень интересно. То есть 3 минуты условно видео, да, он половину времени посвящает санкциям своим и санкциям, ну, скажем, те, которые будут когда-то в течение месяца, там, напишут 20-й пакет какой-то текст, они там воткнутся туда, свой нос сунут в европейские санкции и добавят туда нефтетрейдеров, добавят туда еще кого-то. То есть, смотрите, в стране отключение света мощнейшее. В отдельных городах полные блэкауты. Нет по 12 часов, по 24 часа света. Нет воды. Включают генераторы, какие-то насосы, чтобы люди хоть немножко, да, там, запаслись водой. Некоторые не включают. Разрушаются электросети, разрушается газодобыча, разрушается, ну, вот, главное. Сибига бьет во все колокола, говорит, по подстанциям АЭС ударили, давайте МАГАТЭ, делайте хоть что-нибудь. А МАГАТЭ как... вот с усмешкой с такой, говорит, ох, у нас победа, мы МАГАТЭ, мы магатисты, мы победили. У нас теперь Запорожская атомная электростанция, мы договорились, в общем, отремонтировали, и резервное питание есть, то есть нет никакой катастрофы. А Сибига говорит, так вот здесь же катастрофа. А МАГАТЭ говорит, ну как, ну нормально ж все пока, да? Глушить пока не собираетесь атомные электростанции, хотя, в принципе, до этого могут дойти. То есть у МАГАТЭ победа, а Сибига бьет тревогу. А Зеленский из 3 минут сегодняшнего обращения нам говорит о санкциях против Дмитриева, против российских членов правительства, о Європі, которая там еще кого-то куда-то в очередной пакет з пакетами добавит. Це дуже важливо. Кожна російська ракета, кожен російський дрон – це конкретні компоненти із інших країн, конкретних країн, без яких просто не було б російської зброї. Робота щодо цього має бути значно активніше. І це відповідальність, зокрема, Міністерства закордонних справ України. Будуть найближчими тижнями нові наші перемовини заради більшої підтримки енергетики, передусім, конкретних рішень, необхідного фінансування та потрібного нам обладнання. Є країни, які вже нам допомагають. Зокрема, це держави Північної Європи. І ми готуємо домовленості також з країнами Південної Європи. І дуже важливо, з політичної точки зору, саме така географічна, збалансована підтримка українців, підтримка нашої держави в Європі. Север и юг Европы нас поддерживают, спасибо им большое, мы вот готовы. Делать что? Делать, что люди без света, катастрофа в стране, действительно тяжело. У людей там маленькие дети, у людей какие-то бизнесы свои, люди как-то пытаются выжить. А ну что делать? Зеленский. Цими днями в більшості областей фактично цілодобово працюють ремонтні бригади. Енергетики працюють, комунальні служби, всі задіяні. Триває відновлення. І хоч складна ситуація, все ж тисячі людей задіяні, щоб стабілізувати систему та відновити після пошкоджень. Росіяни збільшили удари. Збільшили свою ударну силу, використовують в ударах більше балістики. Це означає для нас потребу у більшій ППО, більших резервах обладнання і більш чіткій та оперативній роботі в регіонах. Сьогодні я хотів би відзначити працівників ДСНС України. Вони завжди оперативні, і саме так має бути побудована робота всіх рівнів влади, від уряду до областей і наших громад. Урядовці повинні... В общем, будьте все как МЧСники, ДСНСники, ну, спасатели. Будь как спасатель. Вот так мы должны работать, как спасатели. Особисто бути в регіонах, максимальна оперативність та допомога людям. За роботу цими тижнями я дякую особисто працівникам ДСНС України на Полтавщині. Це Євгеній Лучко, Олег Коркішко, це Володимир Мартиненко, це Володимир Пиріг, Олександр Коляк. Я дякую вам, дякую усім вашим колегам, також ДСНС України в Харківській області, це Юрій Паттикан, це Володимир Підгорний, це Дмитро Горін, Олексій Чаплигін, Володимир Федота. Дякую кожному, хто працює заради нашої держави. Дякую всім, хто допомагає, і кожному, хто б'ється заради нашої держави, як заради самого себе. Дякую всім. Слава Україні! Ну, как-то так. То есть, смотрите, ситуация на самом деле накалилась до предела. У людей действительно большие проблемы.
дешевой, ну это кто-то сказал, что это типа будет красиво. Ты когда хвалишь там энергетиков, пожарных, ты вот говори там, мы там тебе дадим, и ты прочитаешь их фамилии, и ты вроде ты знаком с этими людьми, или ты как президент, хотя там по срокам уже не особо понятно, да, ну а кто другой, никого другого нет. Ты как бы их отметишь. Но какие комплексные решения, что делать, что предпринимать? Обстрелы усиливаются, санкции, вот мы тут рассматриваем санкции против Кирилла Дмитриева, понимаете, и против министров российских. Ну так, а что мы будем предпринимать? Что делать людям? Поблагодарить МЧСников. Те, которые приезжают, спасают, достают из-под завалов, гасят пожары, и назвать их всех поименно. Из 3 минут этому всему он уделил минуту. То есть треть времени, и, собственно, вот так и распределяется обращение к людям. Ведь эти обращения, они имеют смысл только в одном – показать. Первое, что Зеленский жив. Второе, ну, когда было 2 вот этих камеры, да, что Зеленский, он находится в Украине. Поэтому их снимают, что там, вот я вот здесь, а тут меня снимают, потому живая картинка. Ну, мол, смотрите. Сейчас, конечно, искусственный интеллект может сделать все, но неважно. То есть это как бы более доверие к тому, что он здесь. Ему кто-то подсказал, давай с 2 камер, потому что там горят задник, у тебя там что-то плывет, еще что-то. Здесь, видите, это все сделано на бегу, это все сделано вот так, опять на фоне стеночки. Видимо, будет новый обстрел или готовятся новые удары. По поводу вот этого удара позапрошлой ночью, это, конечно, жуткий удар. Тяжелейший удар. Эти кинжалы, которые полетели в рекордном количестве запуска за один раз с самого начала полномасштабных боевых действий, наталкивают на мысли, что не только энергообъекты там были целями, а еще и, ну, вполне возможно, и персоналии. Потому что сейчас, видите, в воскресенье вечер Зеленский в бункере это дело записывает. В бункере на фоне Белой стены, отремонтированный. Вообще, конечно, по состоянию и положению ада надо смотреть, и вот, ну, как лакмусовая бумажка всего происходящего, это вот люди, которых принято считать соросятами. После вот этого массированного удара с баллистикой, с кинжалами, с вырубкой, вот, как бы, когда отбрасывают Украину в каменный век, значит, тут внезапно Притула заговорил о мире, представляете? Значит, imagine all people living a life in peace. Короче, Леннон пел эти строки давно, но никогда так не хотелось, чтобы все стало, то, что представляешь, стало реальностью. Мой мир катится під 3 черты. В общем, к черту катится. Мир был ценностью. Теперь мир не ценность. Мой дед воевал во Второй мировой, и я помню в те времена, когда на каких-то застольях он с другими взрослыми мужчинами поднимал чарку за мир, когда они говорили, главное, чтобы не было войны. Прошли десятилетия. И вот опять в бытовых разговорах мир становится самым желанным явлением и состоянием вещей. Потому что где нет места миру, нет места для ценности человеческой жизни. Что может быть хуже? Он, наверное, плакал, когда набирал и стучал этот текст по, соответственно, своему гаджету. Видимо, он рыдал вот такими слезами. Потому что когда мир, никто не будет сбрасывать донат. Никто не будет скидываться на русорис. Никто на помсту, никто ни на какие... Никто не будет. А он вот уже мира, да, вот деда вспомнил. Это означает, что все плохо. Это вот один маркер, да. И из той же плеяды скандальный в связи со своими действиями по мобилизации Шабунин вообще выходит и сравнивает то, что строит Зеленский, с маленькой Россией. Зеленський руками своїх силовиків будує тут Маленьку Росію. маленьку Росію. Бо люди все частіше кажуть, що чим це відрізняється від того, як розправляються з негодними Сьогодні в Росії. будує тут, поки ми захищаємося від Росії на фронті, то Зеленський будує маленьку Росію. Пока мы от России защищаемся, он маленькую Россию строит внутри. Тоді нам ж не вірили. В тому числі не вірили багато тих, хто якби зараз захищає Кудовицького. Друзі, краще пізно, ніж ніколи.
Я повторюсь те, що я сказав тоді півроку тому назад. Якщо зараз ми всі не об'єднаємося і не будемо чинити демократичний спротив, далі буде гірше. О, вот это, кстати, интересный такой момент. Смотрите, если мы не объединимся, ну, там, под картонками, дальше, ну, потому что демократический способ, да, как-то высказаться против Зеленского, только демократический, дальше будет хуже. Я все менше бачу різницю між політичним СБУ, не воюючим, а саме політичним тиловим СБУ, ДБР, прокуратурою, все бачу українськими, між цими силовиками Зеленського, я все менше бачу різницю між ними і їх руськими колегами. От реально все менше. Чисто раннє ФСБ. От ФСБ початку Путіна. Зараз ФСБ вже вбиває політичних опонентів, тупо вбиває. Наші ще поки не вбивають політичних опонентів. Ну, как сказать, не убивают политических оппонентов. Кого-то таки может, да? Ну зачем это? Ну, пока не убивают. Ну, так і раннє ФСБ теж не вбивало. Но напрям, вірним направленням ідуть товариші. Тут в мене зовсім привіт Єрмаку. Якщо ти так робиш щодо інших, то з чого раптом ти думаєш, що так не робитимуть з тобою? Представляете? Шабунин к Ермаку обращается. Говорит, если ты так делаешь, то ты думаешь, что с тобой не будут делать так же? А? Ермак. Это вот прямо на фоне вот этого скандала со 100 тысячами, когда Ермак там записывает «Спасибо, правоохранители». Ну, тоже вдуматься, да? 100 тысяч за место долларов, за место главы департамента в его, Ермака, офисе предлагает тоже человек с фамилией Ермак, но, конечно, не тот Ермак, а какой-то там фиктивный Ермак, там прослушка, голоса, задержание. Я рассказывал в прошлом шуме. Но тут же другой момент. Кто-то же это покупал, кто-то же это, ну, конкретно готов был купить. И тут мы выходим, Шабунин говорит, Ермак, говорит, если ты так делаешь с людьми, то и люди с тобой будут делать так же. Переконаність в тому, що вони залишаться. Окей. У мене з Порошенка була дискусія, коли вони ДБР створювали. Петро Олексійович, кажу, йому особисто казав, дивіться, ви так його створюєте, що наступний після виборів, в день наступний після виборів, це ДБР ляже під нового президента, і той буде доганяти по безпреділу вас. Бо ви так орган створюєте. Вот так вот. В общем, все надеются, что при смене власти, да, вот, в общем, воздастся Ермаку, Зеленскому, маленькую Россию не удастся достроить, потому что мы с большой воюем, а маленькую себя строим. Украинцы так думают. В общем, Шабунин грозен, как никогда, подгорает у этой публики, притул Шабуниных, вот этого гнезда Сарасового, подгорает не просто так. Подгорает, потому что все может закончиться очень и очень внезапно. На фоне, конечно, вот этих катастроф с электроэнергией и прочим, которая как бы не замечается, потому что у нас же потужные санкции. Зачем замечать людей? Но все резко закончится, когда... Ну, просто Европа... Они уже говорят, да нет, мы там своих будем в Бельгии рассылать, в Германии рассылать, ну, типа повесток что-то для 17-летних юношей, будем как-то их обучать. Там британские войска в Бельгию отправились, говорят, дроны будем сбивать. То есть у них уже своя свадьба, своя, без Украины. Без Украины. А с властью не пойми, что делать. Вот, например, американский спикер, очень известный Дуглас Макгрегор, считает, что, слушайте, ну, печальный конец ждет Зеленского. Прям печальный. Он может как бы все проиграть и создать правительство в изгнании в какой-нибудь Польше. И, собственно, на этом все закончится. Но, конечно, он же американский гражданин. Он, прежде всего, претензии к своему президенту предъявляет, к Трампу. Президент любит считать себя лидером так называемого свободного мира, что бы это ни значило теперь. Но он, по крайней мере, лидер НАТО. И что он сделал? Ничего. Он ничего не сделал. Он мог вмешаться раньше и просто сказать «все». Это должно закончиться. Мы больше не будем посылать вам помощь или поддержку. Если бы он так поступил, Европе было бы очень трудно продолжать поставки даже части того, что мы предоставляли Зеленскому и его команде. Этого не произошло, поэтому, если вы русские и смотрите на это, помимо сохранения российских жизней, что само по себе желательно, второе, вы можете продолжать наступать, чтобы когда это закончится, а я думаю, в какой-то момент это закончится, это станет настолько болезненно, что никто в Европе не сможет отрицать исход.
Значит, задача получается, ну, он известный военный аналитик, советник там в прошлом, там и при Пентагоне, и вообще говорит, в общем, надо, значит, наступать, чтобы было настолько больно, чтобы никто в Европе не смог отрицать исход. Получается, давайте теоретизировать в рамках вопроса, да, нашего сегодняшнего эфира. Проголосуйте, пожалуйста, в чате трансляции, если не проголосовали. То есть абсолютное отключение Украины от всего на свете, да, то есть от света, там, газа, вот это вот территория гуманитарной катастрофы. Они вот как? Они должны отозваться в европейских, прежде всего, сердцах. То есть на Зеленского это не влияет, на украинский народ его спрашивать никто не будет. Сидите, заряжайте павербанки, может, приходите в пункт несокрушимости, там есть генератор, ну, например, и может даже Starlink. Холодно, наденьте второй свитер, но это должно произвести впечатление на Европу. На Европу. Но с другой-то стороны, если посмотреть, это бедственное положение, это возможность еще больше эту же Европу доить финансово, доить там, с точки зрения вооружений и других определенных вариантов содействия, помощи, короче, дотаций. Мы становимся еще более бедным родственником, хотя мы не родственники, так приемные, но тем не менее для Европейского Союза мы это украинцы. Получается, что все должно идти к какому-то краху, абсолютному краху, чтобы был этот крах очевиден всем. И, возможно, Зеленский внезапно исчезнет. Он может сесть в самолет и улететь в Польшу. Мне говорят, что он уже готовится создать еще одно правительство в Польше. Зеленский готовится еще одно правительство создать, говорят, Макгрегору. Представляете, кто эти люди, кто ему это говорит? Если поляки настолько глупы, чтобы позволить ему это сделать, они, вероятно, заслуживают худшего, потому что этого допускать нельзя. Он должен понести наказание за свои действия. Он должен предстать перед украинским народом. Ну, перед украинским народом, конечно, он должен предстать. Однако, предстанет ли? Он же предстает каждый вечер. Видите, как предстал на 3 с копейками минуты в момент тяжелейшего отключения света. Ну, вот предстал, как предстал. Санкции против Дмитриева, правительства российского, там, ФСБшников и грувцев, разведчиков вел. Все, говорит, пропагандисты, там вот эти вечи, какие-то непонятные издательства. И все это на фоне Покровска, который, видите, как затерли. Затерли напрочь. Значит, в пятницу он посвящал целое совещание Покровску. И там выходил Гнатов, я показывал в шуме, кто смотрел, поставьте лайк, пожалуйста. Значит, мы сейчас вот вам расскажем какие-то действия, сейчас что-то предпримем, и тогда, может, расскажем. Но все под контролем, все хорошо, все отлично. Вот этот же Макгрегор описывает ситуацию с окружением войск вооруженных сил Украины. И теперь скажите мне, с военной точки зрения, выглядят ли они способными сражаться до смерти, раз путь закрыт? И позвольте показать тем, кто, может быть, не в курсе текущей ситуации. Это то, что происходит прямо сейчас, по состоянию на это утро. Вы видите, что теперь эта область фактически отрезана. В самом Покровске почти никого не осталось, лишь несколько на окраинах. Но все те, что в кармане Мирнограда и в этих полях с укреплениями здесь, они все еще в окружении. И я не думаю, что России придется зачищать дом за домом, если они закрыли этот коридор. Значит, смотрите, как бы вражеские непонятные карты. Зеленский как говорит? Есть куча карт. У меня такая карта, у европейцев такая, у американцев такая. Это 2 американца, да, военных, бывших, разговаривают между собой. Вот они так говорят, смотрите, берем карту, вот здесь россияне, вот здесь россияне, а в Украине же другие карты, там вот этого всего нет, там узкие полосочки, да и все, ну, на карте Deep State. Но обсуждают-то они вот эту карту, представляете, могут заблуждаться, конечно, но смысл происходящего очень очевиден. Что вы об этом думаете? Исторически россияне оставляли так называемый «золотой мост». Золотой мост исторически россияне оставляли. Это когда есть окружение, но есть возможность уйти. Зачем это делается? Дать уйти, это означает, чтобы противник, да, с другой стороны, ощутил поражение. То есть их выводят, они как бы присоединяются к тем, кто на 3-м, 4-м эшелоне, ну вот тем, кто дальше, да, и они понимают и делятся. Это как вот зараза. Спорами это чувство безысходности, оно распространяется.
Это серьезный подрыв, когда всех раненых, убитых через узкое горлышко по согласованию, там, по прекращению огня, везут туда. Соответственно, там солдаты, которые их принимают, своих там, побратимов, они же смотрят на этот масштаб трагедии и понимают, что дальше как бы бессмысленно, плюс теряется территория, плюс, то есть, уходи. И подрываешь соперника изнутри. Но мост-то золотой, как Трамп любит все золотое. Для многих украинских сил, с которыми они сражались за последние 3 года. Этот золотой мост — это то, о чем говорил Клаузевиц. Когда вы кольцом берете противника, не колеблясь, оставляйте ему золотой мост. Чтобы, если люди захотят уйти, они могли уйти, потому что чем дольше вы сражаетесь, тем больше вероятность потерь среди своих солдат. Конечно, это предполагало, что вы имеете дело с рациональным противником, который тогда скажет: «Хорошо, мы проиграли эту битву, пора вести переговоры». Это прямо из Клаузевица, но с тем, с кем мы имеем дело, люди в Киеве, они нерациональны. Клаузевиц не авторитет. То есть задача какая? Ага, все же все видят, поле боя. Карты видят. У всех есть информация. То, что скармливают прессе, то, что пытаются обсуждать, это уже такие вариации на тему, но суть и положение вещей все понимают. Но тут есть 2 варианта. Или садись, договаривайся с позиции как бы проигрывающего, или отрицай поражение до последнего, клади солдат, клади усилия, добавляй новых, бросай там вот эти зачистки и все остальное, деблокады, рассказывай дружно о спецоперациях там, спецназовцев, и все будет круто. И они там, в принципе, погибнут, но ты вроде как не победил, точно не проиграл, да, а и соперник не победил. Поэтому, думаю, на этот раз идея в том, чтобы держать всех, где они есть. Окружить их, дать возможность сдаться, но никому не дать уйти, потому что если мы позволим кому-то уйти, это подпитает то незначительное, что еще остается от украинской армии. Потому что на самом деле не так уж много осталось. Более 50% боеспособных сил, которые украинцы могут выставить, находятся в указанных вами районах. Это взгляд военного человека, то есть... Те, которые уходят, они как бы подпитывают негативом через этот золотой мост. Однако, они же подпитывают и, это же боеспособные, там, опытные бойцы, они подпитывают, они усиляют армию. Поэтому, судя по всему, прогнозирует Макгрегор, будет замыкание котла, сдача, плен, уничтожение, и чтобы условно не... в общем, не могли рассчитывать на эту численность войск, сколько их там, 5000, 3000 в вооруженных силах украинских. Поэтому их надо отсекать и, в общем-то, как в шашках, да, раз побил шашку и все. Вот так это они прогнозируют. Мы же не верим этим всяким Дугласам и всяким Макгрегорам. Мы верим, например, депутату, воюючому СБУшнику Костенко із «Голоса». От йому ми віримо. Противник в місті, наші воїни його там знищують. Якщо буде скрутна ситуація, то я все ж таки сподіваюся, що наші командири приймуть досить, скажімо так, рішення досить виважені і швидкі, щоб головне, щоб не попали ми в оточення. Значит, он тоже говорит, что нельзя попадать в окружение. В окружение попадать нельзя. Надо уходить. Но Костенко какой-то вообще зраду разгоняет. Зрадушку. Говорит, есть российские военные в городе, да, там идут бої. Хочу нагадати, що з самого початку війни практично, я вже про це говорив неодноразово, що, на щастя, наші війська практично жодного разу, це вже не перша наша така складна ситуація. Бахмут, хто пам'ятає, інші напрямки також, Курахово такому же було, потім там на Запорізькому напрямку були такі подібні ситуації, тому що це тактика ворога, коли він напівоточує, а потім змушує нас звідти витіснитись. І весь час ми бачимо, що інформаційний фон наповнюється, багато експертів, багато людей, які спілкуються, звичайно, там переживають за це. І ми саме розігріваємо це все, і звичайно, всі переживають за солдат, які там знаходяться. Тому ми жодного разу не попали в оточення. Как это? Ни разу не попали в окружение? Не, ни разу. Экстракшена не было тоже ни разу. Никто никого не окружал. Но он приводит, конечно, примеры, когда как бы не окружили, отошли. Но экстракшн же был. И четкий пример, еще там сколько, неделю назад, даже больше, Путин лично предлагал, давайте как с Азовсталью, пускай уходят, бросают, без оружия, выходят, и все нормально.
Можливо, це і завдяки тим людям, які переживають, тим, хто розуміє, ну, скажімо так, підсвічує цю ситуацію. Це в тому числі не виключає. Але я сподіваюся, я не беру зараз Маріуполь точно, це перші дні війни, я вже беру після літа, до прикладу, 22-го року. Тому будемо сподіватися, що і тут командування вже в нас досвідчене і зробить все, щоб знищити якомога більше противника і зберегти якомога більше життів наших військовослужбовців. Ну, смотрите, сохранить жизнь Мариуполь не берет, видите, Мариуполь не, это было начало войны, сейчас-то у нас опытные командиры, но эти опытные командиры как бы бросают своих солдат, и они, эти солдаты, уже там рассказывают на камеры, после сдачи в плен тяжелая история, что ни воды, ни боекомплекта, ничего нет, но Мариуполь он, конечно, не берет, а так-то опытные командиры, опытные, безусловно. И, в общем-то, живыми не сдадимся, ну, точнее как, никто не погибнет, а просто будем уничтожать противника. Ну, и как бы вот такой план. Вот такой план. Но Генштаб, конечно, не расскажет, не надо ничего подсвечивать, и вообще не переживайте. Это война, это дело военных. Вот журналистка Кириленко говорит об окружении. Как о факте, и Покровск, его потеря, это факт. Зараз ми говоримо не про те, що нам треба врятувати місто, бо місто ми вже втратили. Зараз ми говоримо про те, що нам треба врятувати людей, які залишилися за містом і в Покровську, і в Мирнограді. То есть все, город потерян. Мы сейчас говорим о том, что надо спасти народ, людей, солдат, которые там находятся. Их надо как-то спасти. Після того, як ми почали трохи бити у дзвони і говорити, що ситуація загрозлива, Покровськ і Мирноград ризикують бути відрізаними. Тут Покровськ, тут є маленький Мирноград, логістика сюди йде через Покровськ, і якщо ми втратимо Покровськ, угрупування тут опиняється в оточенні. У нас до сих пір є люди, які тримають позиції нижче Покровська. І от сьогодні, наприклад... Нижче, нижнее, как бы, вниз от Покровска имеется в виду это на юг. Вниз это на юг. Один з підрозділів, з яким я тримаю контакт, намагався вивести людей, і в них це не вдалося. Тобто люди стоять в жахливих умовах, дуже довго на позиціях, ми їм вже навіть не можемо нічого з дронів скинути. І всі якось ніби закривали на це очі, поки ми не сказали, що це жах, давайте з цим щось робити. Сирський знов приїхав на Покровський напрямок, каже, що ми заведемо спецуру, вона все зачистить, не переживайте. Що далі, хто буде утримувати, якщо брак піхоти? Так? Якщо будь-яка спецура може зачистити, хоча про які сили ми говоримо? Ми говоримо про який один полк зайде, щось там зачистить, так? Ну, собеседница у этой журналистки Кириленко тоже такая говорит, ну хорошо, то есть они говорят, с дронов невозможно скинуть поесть. Не то, что там боекомплект и все остальное. Вот такая ситуация. Сырский опять приехал на Покровское направление. Ну, вроде как, да-да-да, что-то там спецура зайдет, сейчас все почистит, все будет хорошо. А собеседница, говорит, ведущая, говорит, послушайте, так о каких силах мы говорим? Нам же рассказывают, что там 170 тысяч человек, Зеленский. И мы им не можем, дроном доставить попить, поесть. Как это, 3 килограмма еды, да, 3 килограмма воды. Не получается. А кто воевать будет? Кто будет держать направление? Хорошо, если там мы будем продолжать обороняться именно в том мішке. Це мінімальні зусилля, насправді. Коли Сирському треба було відбути добропільський виступ, зайшла скала, зайшов 225-й, він перекинув частину ДШВ Сумщини. Загалом 4 бригади зайшли. Сумарно. Угу. Коли треба зачистити Покровськ, давайте ми трохи там ССО і трохи ГУРу відправимо, пару груп, вони щось вирішать. А вони нічого вже не вирішать. Бо вже запізно. Росіяни вже закріпилися в місті, в декількох точках. Люди вже вступають в бої на півночі Покровська. Тобто це все було дуже і дуже запізно. Все проспали. Все, опоздали. Сырский опоздал. Добропольское наступление, все глупые все, не понимают. Они же нужны были, эти движения, эти квадратные метры, километры для Вашингтона Зеленскому. Для Вашингтона. Для переговоров с Трампом. Смотри, мы продвинулись так, вот так, и так. Ух ты, Трамп, ты чего? Вообще, конечно, эти все разговоры о войне надо вообще заканчивать. Говорит штатный пропагандист офиса президента Петров. Если ты вообще не в армии, тогда закрой рот и помалкивай. Не надо переживать. Надо молчать. Сьогодні не в армії, ви не маєте права критикувати військово-політичне керівництво. Все. Це моя думка. Я внутрішньо згораю від цього
коментаторського похуїзма, знаєте. Росіянам не треба тут нікому платити бабки. У нас купа людей, які готові деморалізувати суспільство прямо на вході, які прокидаються і такі: Сирський м'ясник, Зеленський не вміє воювати, поверніть Залужного. А от я б зробив... І я сиджу і думаю, як, блядь? Як? В Покровськ росіяни стягнули 170 тисяч своїх окупантів. Наші навалюють в повний зріст. Подожди. В Покровске 170 тысяч? В Покровск уже стянули. Так нам же говорят, нет никого. 314 человек было на момент пятницы. Зеленский сам рассказывал. А мы его уже теряем? Так 170 тысяч или 300... Надо же как-то... Вообще нельзя говорить, нельзя хулить военно-политическое руководство. Ты кто, военный? Нет. Одна маленькая проблема. Никто не может комментировать из действующих военнослужащих ничего. Они все молчат и подчиняются приказам и спущенным директивам на то или иное освещение того или иного вопроса военного. Но Петров об этом знает. Не знает? Знает. Конечно, знает. Но он рассчитывает, что никто из остальных не знает. Допомагають їм тут сіяти паніку і деморалізацію. Да, паника и деморализация. Паника. Вообще надо бороться с паникой. Есть такой спецназовец во Львове, ветеран, Микуляк. И вот он на львовском телевидении антипанические выписывает лещи. Антипанические просто. Вот надо, не слушайте тех, кто про Покровск вам говорит еще. Слушайте Микулюка. Не можу сказати, що вони там якісь такі потужні перемоги ведуть, чи ще щось. Вони малими тактичними групами переодіваються там в Вишаков, в Бабаюжин, там якісь там старих мужиков, там якісь фуфа. Значит, эти люди, это он говорит о россиянах, россияне военные, переодеваются не пойми в кого, просачиваются в Покровск и так воюют. Одевают на себя. Но такими малыми группами по одному, по два человека, вони переодеваются в различных клоунов, пытаются проникнуть на территорию Покровска, десь там накопичуються, і туди їм привозять зброю, такі ж самі, як вони там переодеваються в якусь бабушку стару, там хватають цей торбу з цими боєприпасами, зброєю, несуть туди. Вот так вот. Это бабушки переодетые. Они в сумочках несут им снарядики, патрончики. Сами военные там не штурмуют, не как бы, а они вот переодеваются по гражданке и все. Что это означает? Вот что он не договорил? Особенно на фоне того, что в начале этой недели вот это разлетелось с видео с Купянском, с собачкой, с ударами дронов по мирным жителям. Что он еще не договорил? Переодетые русские? Серьезно? Бабушка, которая перекрестилась, а у нее, собственно, наверное, в сумке патроны, это вообще, не знаю, там, лейтенант вооруженных сил Российской Федерации. Они вообще понимают, что они несут на этом своем львовском медиа? Это просто какой-то... Он изначально, подспудно, не говоря прямо, оправдывает убийство мирного населения, одетого по гражданке. Мирные люди не являются целью войны. Мирных, гражданских людей, да, наоборот, защищают, наоборот, не трогают. Гражданских людей выделяют знаками. Помните эти белые повязки в Киевской области в 22 году? Чтобы не трогать, чтобы понимали, что это мирное, это гражданские. С ними не воюют. Убийство гражданского – это военное преступление по всем современным вот этим нормам. А он тут рассказывает, что эти гражданские в сумочках, в бабушку переодетые, в стариков, в мужиков – это русские. Это русские. Мне это напоминает какое-то психическое отклонение. Тогда он в каждом гражданском, их так там горстка осталась в этих воюющих городах, в этом Покровске, там до сотня человек. Было, я помню, 650, но это было по состоянию, когда там могли считать, потом перестали считать. В любом случае, они сидят по подвалам, они пытаются как-то спастись. Там практически никого нет, из количества, понятно, что было. И они уже цель, потому что, а вдруг ты переодетый русский? Стрелять тебя надо. И это он рассказывает в эфире всем львовянам. А те сидят, уши развесили,
Вот это все, о, да, это вот... Или отсюда потом другая история. Это, может, одни ждуны, там какие-то непонятные люди. Но это еще не все, что этот Микуляк отчебучил. Говорит, дайте мне оружие, воинов, и через полгода я буду курить на набережной Феодосии. А я уверен, що якщо б зараз прийшов я там, или Кривонос, или ще хтось, і ми б сказали, що хлопці, ми збираємо підрозділи, а наше командування стало б 30, 40, 50, 60 тисяч військовослужбовців. Дайте нам озброєння, дайте нам вооруження, дайте нам направление, допустим, в Херсон. Все, мы зайдем, возьмем этот сектор, мы будем воевать. Не лезьте, будь ласка, со своими гражданскими мыслями, со своими хотелками. Давайте нам чем воевать, давайте силы засобы, давайте озброение. Поняли? Вы дайте мне, или там Кривонос, это еще один генерал, он сейчас там кого-то тренирует, короче, за границей сидит. Дайте мне, дайте, и не лезьте. И через полгода мы будем в Феодосии. Я вам говорю, что через год я буду в Феодосии на набережной. А что он показывает? Целовать пальцы будет в Феодосии на набережной. 2 пальца будет целовать. 2 пальца об асфальт в Феодосии через полгода. Робить вот так. Вот так, говорит. Потрібно нам тільки, щоб було чим воювати. Вот так. Нужно только, чтобы было чем воевать. А то, понимаешь, ну, ты вообще какой-то странный этот Микуляк. Ты чего? Микуляк. Любой дурак сможет воевать, когда у него есть чем воевать. Ты так попробуй повоюй. Вообще как-то как бы не шевелятся у тебя там шарики и ролики. Сегодня появилась такая информация, очень интересная картина, ввиду вышесказанного называется. Значит, провели исследования в области неврологии. И, в общем, рост когнитивной инвалидности, заметили ученые, это серьезные трудности с концентрацией, запоминанием или принятием решений, что является проблемой общественной системы здравоохранения в мире, и увеличилась эта ситуация на 90% среди взрослых в когнитивном расцвете от 18 до 39 лет. То есть взрослые от 18 до 39 лет почти вдвое вырос количество вот этого синдрома или там трудности концентрации, запоминанием, восприятием информации. Короче, когнитивной инвалидностью, это так называют. 118% драматический рост, внимание, у молодых белых взрослых. То есть это проблема еще и белых людей. Вот этот Микуляк – это отражение этих проблем. Что касается вообще белых и не белых, то сегодня тоже, вряд ли поэтому, потому что когнитивно они там отстают. Netflix, значит, идеалом не изменил своим. Компания снимает историческую драму «Ферзены» про Швецию 18 века. Лучшего актера для Густава III, это король Швеции, чем Александра Абдалу, вот он обведен кружочком, не нашли. Очень похож Густав III на Абдалу. Смуглый шведский король. Ну ничего, это ж белое, это ж для них, они схавают. А как бы не белым приятно будет. Это когнитивные инвалиды. Вот это вот они все и несут. А мы должны вот это слушать и набираться, таких каких-то зарядов бодрости. Ты военный? Нет, молчи. Слушай, он военный, что тебе говорит. Дайте мне полгода. То есть неправильно Зеленский воюет. Неправильно. Я могу правильно, я вояка. А эти неправильно воюют. Иногда хочется вообще просто уйти в какой-то летаргический сон от этого, чтобы не видеть, не слышать. И, как-то вот этот бред, да, не пытаться понять. Потому что реально количество бреда с моментом, когда ситуация ухудшается, увеличивается в разы. Власть почему-то наша думает, что это помогает, что ли. Когда больше бреда, и легче как-то все переносится. На самом деле нет. Становится еще хуже. Хочется вот как Трамп 6
числа. Вот. Он так немножко приснул на мероприятиях в Белом доме. CNN сфотографировали, показали. Дедушка спит. Но Белый дом опроверг, говорит, не-не-не, вы не видите. Ну, правда же, говорят, когнитивные инвалиды. Вы, говорит, не видите. У него глаза приоткрыты. Чуть-чуть, но приоткрыты. Белый дом заявил. Белый дом врать не будет. Сам же Трамп сегодня поразительно всем сообщил о том, что дураки те, кто против тарифов. Его тарифов. Сейчас мы самая богатая и уважаемая страна в мире. С почти нулевой инфляцией, рекордным уровнем фондового рынка. 401 тысяча достигли самого высокого за всю историю. Мы получаем триллионы долларов. И скоро начнем погашать наш огромный долг 37 триллионов долларов. То есть, понимаете, у него даже наш огромный долг выделено большими буквами, потому что мы настолько великие, что и долг наш велик. Короче, рекордные инвестиции в США, повсюду строятся заводы, фабрики. И, внимание, каждому выплатят по $2000. Каждому. У Вовина 1000, у Дональда двушка Дональда. Пожалуйста, все хорошо. У Трампа все отлично. Но там есть нюансы. Если у тебя сильно большие доходы, то 2000 тебе не выплатят. Но они тебе не нужны, у тебя большие доходы. А так каждый американец получит по двушке Дональда. Правда, как-то американцы не шибко радуются этому. У них другое в прессе пишут. Вот, например, прям серьезная заруба. Я поразился, если честно, от слога. В Нью-Йорке готовятся к вторжению в город войск Трампа. После избрания мэром города демократа-социалиста Зохрана Мамдани в правительстве Нью-Йорка опасаются то, что Трамп, пообещавший разобраться с Мамдани, может ввести в город часть Национальной гвардии ФБР. Встревоженная тем, что Трамп может сделать в ответ на избрание Зохрана Мамдани мэром Нью-Йорка, губернатор Кэти Хохул, ну или Хохул, организовала виртуальную военную комнату и провела переговоры с правоохранителями, деловыми чиновниками, группами активистов, чтобы остановить или, по крайней мере, смягчить любое федеральное вторжение, пишет Политико. Трамп и Мамдани конфликтуют давно и постоянно высказывают обвинения в адрес друг друга. И Мамдани уже заявлял, что Нью-Йорк не поддержит программу Трампа по депортации мигрантов, а Нью-Йорк станет трампоустойчивым городом. Это, уважаемые друзья, называется гражданская война. А еще и на фоне рекордного шатдауна. Потому что шатдаун – это вчера, по состоянию на вчерашний день, это по дням картинка, бьет все рекорды, исторические рекорды с 1976 года. Шатдаун уже дошел до того, что, простите, пожалуйста, но военные американские могут остаться без еды. Некоторые военные руководители призывают своих солдат готовиться, что скоро закроют чипки. Ну, так в российской и советской армии назывались магазины при частях. То есть на военных базах американцы не смогут пойти в магазин и чего-то купить. Потому что надо готовиться. Их намеревались закрыть вот уже там со следующей недели, с конца ноября. Сейчас сказали, что не-не-не, но в декабре уже точно ничего не будет. Если шатдаун продлится, это может затронуть до 168 пункта на базах по всей континентальной части США. То есть американский военный не сможет купить поесть. Судочек, лоточек будут носить. Значит, представители агентства, управляющими продуктовыми магазинами, на этой неделе заявили, что будут все-таки открыты эти магазины, до Дня Благодарения. А вот после Дня Благодарения, вот уже как бы и не факт. Но тут все зависит от шатдауна, а ему, как вы видите, конца и края нет. Вообще эти американские военные, они вот когда голодные или с перспективой угрозы голода, они вытворяют вообще
уникальные вещи. Вот прям уникальные. Значит, что интересно? То, что Джулани, он же этот Ахмед Аль-Шара, он мчится в Америку. С него сняли санкции, с него из Хаттаба сняли санкции. А, простите, недавно американские военные с ним в баскетбол сыграли. Значит, играл с ним. Это тоже очень интересно, да, с как бы представителями в прошлом Хаят Тахрир Ашам, ХТС, да, играют в баскетбол. Командующий Центральным командованием США адмирал Чарльз Купер II, бригадный генерал Кевин Ламберт, командующий Объединенной совместной оперативной группой «Операция Непоколебимая решимость». Они играют с Джулани в баскетбол. Вот так вот. Потужно, потужно. Смотрите, со всеми командующими армии. Вот он уже без санкций. Вчерашний террорист, он уже без санкций. У него все хорошо. И американские командиры с ним вот так вот мяч побросали. Вот человека, пацан идет к успеху. Мне вот эти кадры с баскетболом напомнили еще один баскетбол. Ой, помните, все в масках. Зеленский. В санатории, интернате, школе, да, проверил спортзал. Ну, так мне нравилась эта новость тогда. Знаете, чем? Ну, понятно, там, ковид, торговали масками, там, Кирюша Тимошенко привез маски, продавали потом в эпицентре. Их было не дойти, дефицит, представляете? Сами шили, тканевые. Ой, какое время было, слушайте. Прям ностальгия даже какая-то. И вот Зеленский в масочке баскетбол забросил. Нет, Джулани, конечно, он высокий. Ну, поэтому это смотрится оригинальнее, наверное. 20-й год. Он проверяет школу, как там ремонт в спортзале, все там что сделали. И там фигурирует одна строчка. Он приехал не просто школу посмотреть в 2020 году, а проверить, как область, это Николаев, а как Николаев готовится к стратегии 2027. 2027 год. Они себе ставили какую-то, ну, вот эту планочку, и вот это вот ездили по стране, планами козыряли. Вот мы сейчас будем как бы дороги сделаем, потом зарплаты учителям по $3000 и все остальное. И как бы все повернулось, если бы не визит Зеленского в кабинет к Муру из Ми-6. По поводу Британии сегодня Daily Mail публикует очень интересный, я бы сказал, материал. Значит, в нем говорится о том, что дни премьера Стармера сочтены. Большинство депутатов правящей лейбористской партии уверены, что премьер-министр до лета 2026 года покинет позицию, потому что ему никто не верит. Они полагают, что продлевать больше не имеет смысла. Или как? Продлевать боль не имеет смысла, хотят отстранить Стармера вот прям на Новый год, когда станет очевидно, что предстоящее бюджетное послание, ответственность за которое будет снести как Стармер, так и канцлер Рэйчел Ривз, в общем, провалится. И среди депутатов-лейбористов сформировался четкий консенсус. Стармер не просто бесполезен в политике, он бесполезен в управлении государством. С каждой неделей это становится все более и более очевидным. Вы спросите, а что так вселись на Стармера? У них же Британия, все хорошо. Да не очень. Тот же Daily Mail публикует это сегодняшний материал. Я был поражен на самом деле. Жители Британии, новость на Daily Mail, чья дорога с выбоинами не ремонтировалась с 1983 года, были шокированы, когда узнали
от муниципальной власти, что среднее время ожидания ремонта этой дороги 1 столетие. То есть с последнему ежегодному отчету, там есть такой аларм, называется, о состоянии хозяйства местных властей, цикл ремонта дорог в Британии составил 103 года. И вот они берут эти Daily Mail журналисты и говорят, 103 года будет, вот 103 года отремонтируют тебе дорогу. Там просто беда и с инфляцией, и с мигрантами, и с другими вопросами, с дорогами. Везде сыпется старушка Британия. Но с креативом все хорошо. Значит, мероприятие было Bonfire Night, ну типа огненная ночь. Это графство Кент, Эденбридж, там сварганили, как прям славяне на Масленицу, чучело Старбера 11-метровое, то есть долго старались и сожгли. Сожгли! Сожгли Стармера! Вы представляете? И салют еще запустили. День Победы у них. День Победы над Стармером. Сожгли Стармера и салют пустили. Там очень плохая ситуация. У главного союзника Зеленского. Может быть, поэтому глава разведки Буданов украинской отличился вот такими не просто так выложенными в сеть снимками. Ну вот что мы здесь видим? Рабочий стол, подписывает флаг. Чем занимаются вообще, ну, в ГУР? Ездят там по бункерам, отправляют спецназ на черных ястребах и флаги подписывают. Но всех привлекла вот эта статуэтка. Это статуэтка Трампа на столе Буданова. Все? Вовремя предать бритов — это предвидеть? Трамп теперь наш рулевой. Может, поэтому как-то так искоса поглядывают с Банковой на Буданова? Представляете, вот такая статуэтка у него красуется на столе. Буданов, разведчик, Буданов еще тот. Он умен, он знает, на какую лошадь надо ставить. Он знает, какая лошадь придет первой. И когда ветер поменяется, куда нужно будет обращаться. В общем, загадочные фотографии опубликовали, понятное дело, не просто так. А для того, чтобы послать некий сигнал, месседж, что если вдруг забеги, выборные забеги, ну тогда Буданов вот со статуэточкой был. Ну а пока по всей стране другие забеги. Вот такие. Город Киев средь бела дня. Пробежка. Пробежка. Бегут, дёру дают от ТЦК. И Швайка, ТЦКшник, говорит, да ну что ж, вот это нормально, что надо их воспринимать. Что вы убегаете, деретесь с ними. Они же, если б не они, нічого б не було. Україна би закончилась. Тому що під час війни мобілізація є необхідною. Да. І ми їх не можемо взяти, не побачити їх. Тому що добровольці, які приходили в 22-му році, їх такої кількості немає. Перед нами постали, по суті, нові задачі. Так от, якщо зшивати, то військовослужбовців ТЦК треба абсолютно адекватно сприймати. Вони виконують величезний обсяг своєї роботи. Поняли? Смотрите, если вас ТЦКшники, там что-то... Ты их должен нормально воспринять. Потому что вот это вот он же бьет тебя, он же силы тратит. А ему же надо в другие места силы приложить. Ну там, не знаю, там, похорон организовать, ветерана какого-то поддержать, ампутанта в конце концов. А он тогда вынужден тебя бить. Поэтому не надо сильно сопротивляться, нормально относись, и все будет хорошо.
Причому це і прийняття на військову службу, і потім супроводження безвісті зниклих, загиблих, зарахування в запас, оформлення документів тощо. Цю функцію поки що всі великі реформатори в дужках, я їх так назву, які кажуть, взяті поділіть, Шаріковщина така, вони ж нічого не пропонують, що треба зробити. Ну, бо ця функція в державі має бути виконана. Чи можуть виконати її окремі підрозділи бойових бригад, полків, родів, видів сил? Можуть. Ну, на сьогоднішній день не повністю. І, власне, розвиток рекрутингу повинен спричинятися до добровільного приходу. Але він перед собою, це моє глибоке переконання, у нас недостатньо інформування людей, чесного, відкритого інформування. І у нас недостатньо навчання людей. Навчання національному спротиву. От та теза, про яку зараз ми багато говоримо. Информирование и обучение национальному сопротивлению. Вот были бы проинформированные и обученные, добровольно б шли. А так что-то не идут добровольно. А знаете почему? Потому что ключевой фразой вот из уст следующего спикера будет вот эта формула. А зачем мертвому нужна страна? У нас на початку війни були черги перед військкоматами, да? А зараз у нас ловлять людей. А зараз у нас 300 тисяч СЗЧ. Ну, там можливо навіть більше, це офіційно. І коли хтось каже, що треба комусь вмирати за державу, вибачте, я не знаю, для чого держава мертвим, по-перше. По-друге, люди будуть воювати за ту державу, яка посилає їх для того, щоб вони захищали життя своє і своїх близьких, а не вмирали за нею. У нас ставлення дійсно серед багатьох командирів, скажімо так, да? Що можна послати людину на смерть для виконання бойового завдання. Як витратний матеріал. Так. А так, як це зараз відбувається, дійсно у людей немає бажання йти воювати, да? Тому що їх змушують. Їх посилають на смерть, як їм кажуть, відверто, до речі. Да? А в учбових пунктах їм так і кажуть, що ви м'ясо. Ну, тобто це цитата. Да, в учебках говорят, вы мясо. И так, понятное дело, никто не хочет воевать. Мясо! Ты должен умереть. Ты не должен жить, защищать. Ты останешься жив. То есть, да, тяжелый бой, там что-то еще, но ты выживешь, ты герой, ты молодец, давай. Нет, ты мясо. Ты мясо и вперед. Вперед, в посадку. Сегодня в ТЦК признали, что действительно мобилизуют бездомных. Спикер Киевского областного военкомата Олег Байдалюк заявляет, бездомный он или нет, если ВЛК показывает, что человек годен в боевом подразделении, даже не в тыловом, а в боевом, что мы можем сделать? То есть, понимаешь, ТЦКшник говорит, ВЛК показала годен, что мы можем сделать? Мы закон выполняем. Бездомный это или не бездомный, у нас основания писать, что человек не имеет постоянного места жительства, поэтому не может служить. Нет такого основания. Ну и предположил, что бездомный может жить не постоянно на улице, а в каком-то отеле. То есть выдал... Бомж в отеле может жить. Ну а массовое явление, чтобы всех бездомных ловили и привозили в ТЦК, этого, конечно, нет. Конечно, нет. И вообще ТЦК бедная, несчастная, заложники ВЛК. Бездомных вот этих... Ну, а мы откуда знаем? ВЛК говорит, годен в десантником будешь. В десантуру пойдешь. Бомж. Ну, ВЛК решает. Не ТЦКшник решает, а ВЛК. Святое ВЛК. Вот человек, наверное, не хочет в Киеве ВЛК проходить. Это не птицы кричат. Это не какие-то животные в парке в Киеве. Не, это человек диким криком орет, как будто из него нечисть выходит. Вот так. Вот так. Кричит, помогите. Сделайте что-то. Сделайте хоть что-то. Спасите, помогите. Ну, здесь как бы... Извините, будет без звука, потому что мат-перемат отборный. Парень вообще, его поймали, он засунули в бус, но он выбил окно изнутри и вылазит.
И пытаются его всяческим образом, как только могут, засунуть обратно. Но вышли, собственно, там мужики, остановились машина, они пытаются военкомов каким-то образом там, да, а военком его пхнут назад. Вот так пытаются, вот так жить хотят люди. Бьют окна в бусах и пытаются выбираться через окно. Ну, как относятся к местные жители, к ТЦКшникам, все уже прекрасно понимают и видят. Там человек и удостоверение свое показывает, и вообще, в общем, чуть ли не в рукопашную, отталкивает, требует отпустить этого парня. Но тут вроде как, да, люди как-то вот находятся такие, которые готовы открыто противостоять. А иногда бывает по-другому. Иногда бывает, как в Белой Церкви пару дней назад. Вот так вот, вот так вот, вот он тут, вот так надо родину любить. Дубинка резиновая, все как положено. Налетели там их 5-6 человек. И давай, так сказать, вот это вот готовый будет человек. Это к фронту так готовят. Как Швайка говорит, информирование, да, и обучение. Это его учат. Резиновой дубинкой учат национальному сопротивлению. Вы думаете, это что происходит? Вы думаете, это какой-то... Нет, это тренинг. Женщина прибежала, тоже решила в тренинге поучаствовать. Смотрите. Ну, женщина была без билета, ее отшвырнули. Значит, это заправка. На этой заправке, значит, это все происходило какое-то время. Да? То есть мужик не давался. У мужика, если вы обратите сейчас внимание, у него даже футболка, как у Зеленского. Вот это вот оливковая футболка, и вот здесь вот на груди, вот здесь, да, ну вот здесь, где микрофон, вот здесь, трезубчик. Да? Даже вот это, вот такого патриота, вот так вот, так сказать, дубиной. Это вот с другого ракурса. Помогите, люди хотят языка забрать! Люди, помогите! Люди, помогите! Вы его тянете! Значит, смотрите, это тоже ведь определенный показатель. Заправка. На заправке вот работницы женщины. Показатель. Женщины. На заправке все чаще и больше. И вот они, смотрите, как его. Раз. Ви його тянете! Че вы тянете? Говорит, бросался на людей. Говорит, кто бросался на людей? Хто кидався на людей? Ви все під Києвом в камерами знаходитеся! Ви під камерами! Ну и тут, собственно, подошли люди, знающие, как надо, так сказать, человека обучать и информировать. Люди, помогите! Ну, вот так вот его, так сказать, вбивают любовь к родине и пытаются завалить на землю. Женщина, которая снимает, говорит, все, нет человека. Он кричит, я не сопротивляюсь, но руки как бы не дает, а ему кричат, давай руки за спину, наручники надевать. Я не сопротивляюсь! Руку за спину! Ось все, немає людини. Смотрите, вот этот, собственно, вот такие кадры мы видели при правильной начинке и разгоне, ну, с вот этими БЛМ, которые начали. То есть они его, вот смотрите, их 1, 2, 3, 4, 5, 5, там 6 еще. То есть 6 полицейских, 6. Понаблюдайте, то есть за двумя моментами, как там, ну, один уселся на него, да, там один держит, другой коленом прижимает шею, что является опасно, максимально опасно, да. А вот этот особенно мне нравится, как действует тот, который там вот с ногой.
вот тот, который в зеленом жилете, вот у него там манипуляции с ногой человека. Понимаете? С ногой. Значит, он берет ножку так, как вообще, знаете, ничего не происходит. Берет ногу, берет там свою, и так там это ж на изгибе ноги там же это, и вот так вот это вот, и так еще как бы, даже как-то в каком-то плане изучая процесс, да, пытается нащупать вот эту болевую точку, чтобы его вот это вот спокойно абсолютно, то есть там же у них борьба, там что-то идет, тут как бы прыгают друг на друга, этот спокойно себе там, нормально. Я не сопротивляюсь! Руку сюда! Руку за спину! Вот. Руку за спину! Все, їх нема. Помогите, люди! Люди, помогите! Люди! Всі дивіться. Подождите! Руку! Я даю руку! Помоги! Все, Боже. Женщины в шоке, конечно. Боже, говорят, что это такое, что происходит? Полиция, вот это вот задержание. Но тут как бы обращает внимание, ну, он же как бы главный герой, ну, этот мент, этот мусор, да, он же главный герой всего происходящего. Он же у них там, он же, смотрите, какое дело сделал. Мужик, шестером завалили, скрутили, наручники надели, поймали. И он решил, так сказать, еще и женщин тронуть. Говорит, что ты меня снимаешь? Не снимай. Не снимай. Ну я маю право, ви чекайте! Ви знаходитесь на подивіться! Значит, они толкают этих женщин уже. Они их, понимаете, они вот это все. Все нормально. Все отлично. Они как так и надо. Они им говорят, женщина на заправке, ты дурак? В смысле не снимайте? Это заправка, здесь все в камерах. Помогите! Понятно? Все. Боже, все. Скажите, куда едем, что происходит, в общем. Другие могут сказать, ну, Шелест, ну что, ну, может, какой-то преступник, аферюга какой-то, может, какой-то еще, ну, может, ну, действительно, полиция, ведь ни одного военкома, все нормально. Нет, ребята, это бусификация. Патрульная полиция вышла с официальным разъяснением, что произошло. Ситуация в Белой Церкви. На 78-м километре автодороги Киев-Одесса патрульные остановили транспортное средство «Лада». Не патриотичное какое-то транспортное средство. Во время проверки документов инспекторы установили, что водитель считается ухилянтом. Понимаете? Ухилянтом. И, в общем, его надо доставить в ТЦК. Мужику предложили добровольно поехать в Белоцерковское ТЦК, но он говорит, не хочу ехать, а что это я должен ехать? Гражданин начал как-то вот нагло и агрессивно себя вести, после чего продолжил движение на своем автомобиле. Ну, его догнали с погоней возле заправки, остановили. Он начал еще больше дерзко себя вести. Матюкался, там, хватал полицейских за форму и не реагировал на законное требование остановить правонарушение. Ну, а поскольку он добровольно отказался в ТЦК, его поймали и, в общем, надели наручники. Потом в ТЦК отправили, на него составили протокол и административные материалы. Все, дело, как говорится, раскрыто. Вот такие чудеса бусификации. Конкретно с ментами. Причем, что интересно, соотношение сил. То есть 6 ловят одного, чтобы тот один шел вперед, так сказать, и воевал за этих 6. Но некоторые уже адвокаты профильные, специализирующиеся на этом, они уже даже закономерность определенную вывели.
Вот под конец месяца больше этих случаев. Почему? План надо выполнять. Адвокат Прилипка, который профильний по вопросам воєнних, ТЦК, об этом говорить. Ще примусова мобілізація – це коли відбувається швидка так звана бусифікація, коли є необхідність доставити людей, є необхідність реалізувати показник, тому що все одно ці державні органи, ну я працював в поліції, я прям бачу, як під кінець місяця особливо сильно відбувається примусова мобілізація, тому що я розумію, що там є відповідні там штатки і необхідність виконати показник, там певну кількість людей доставити, тому готові відповідно йти на злочини, готові фальсифікувати якісь дані, готові затримувати без протоколу про адмінзатримання, готові не чекати адвоката, готові людину відправляти в учебку без ВЛК. Тобто там набагато на що готові. На много чего готовы. Под конец месяца. Потому что план. А план кто утверждает? Зеленский. Именно Зеленский. По его вертикали утверждается план. Курьера в Одессе сегодня тоже пытались бусифицировать, но тут народу было больше. Одесса в последнее время, конечно, люди поняли, что с ними происходит, и стараются держаться вместе или что-то делать, пытаются вместе отбить человека. То есть, смотрите, коляска ему говорят, тут коляска, там женщина, это вот, ну, аллейка в парке. Кричат, это традиционные мусора, то есть их много, они налетели вместе с помощниками муниципальными, со всеми, так сказать, вот это борются. Люди начали пытаться отбивать парня. И вот так вот. И вот так вот. А то, что там рядышком коляска, перцовый газ-то никого не волнует. У них задача, у них план. Вот этот человек, которого, так сказать, скрутили. Его положили, там даже скорую вызывали, люди собирались. Судьба дальнейшая этого человека в Одессе неизвестна. Хотя, с точки зрения судеб ТЦКшников, которые, ну, как бы, вершат беззаконие, тут все понятно. В Одессе сотрудника территориального центра комплектования оштрафовали за избиение девушки костылем возле районного отделения в центре города. Приморский районный суд постановил наказать штрафом в размере 850 гривен. Это даже меньше, чем 1000 Зеленского. Зимняя 1000, понимаете? Всем же положена зимняя 1000 украинцам на поддержку штанов. Холодно же, света нет. У него даже 850 штраф. Даже не 1000, 850. Костылем избил девушку. Не, нормально. Но все это манипуляции. Нам опять начали выводить под свет софитов полтавского военкома, который, представляете, о боге, говорит: нет, это все не искусственный интеллект. Видео настоящее, просто мы их неправильно понимаем. Мы глупые, мы тупые, ми не розуміємо, що відбувається. Стосовно, наприклад, діяльності Полтавської області, то відео, які з'являються, вони часто дійсно правда. Вони носять маніпуляційний характер абсолютно. Тобто, коли поліцейський підходить до цивільного громадянина, каже: пред'явіть ваші документи, ну або військовослужбовець, а громадянин починає тікати, не знаю, там, матюкати, його нам поліцейський намагається затримати, він виривається, чинить спротив поліцейському, посадовій особі при виконанні обов'язків. А потім це подається, запихають в автобус, бусифікації і тому подібне, коли відбувається адміністративне затримання відповідно до чинного законодавства. Такі відео, так, дійсно трапляються. Я ж кажу, вони носять маніпуляційний характер, але це не фейк. Саме відео, правда? Маніпуляційним є, скажімо так, як воно подається. Що це не громадянин порушує законодавство, а це ТЦК порушує начебто законодавство. Якби трішечки різне формулювання. От. І, звичайно, потрібно розуміти, що таке дійсно трапляється, і потрібно розуміти, що не геть всі, насамперед нашій владі, що не геть всі відео – це суцільний фейк. Не потрібно заспокоюватись. На жаль, така ситуація в країні є. Так, і з цим дійсно потрібно щось робити. Что делать? Это, говорит, полтавский военком. ТЦКшник говорит, надо что-то с этим делать. Уже и бодикамеры эти поцепили. Ведь ничего не помогло. Где записи с бодикамер? Кто они там 30 дней хранятся? Кто их кто достал? Кто их вообще может достать? Это побрякушку прицепили, чтобы, ну, как бы для отвода глаз. Все это прекрасно понимают.
Массовая, еще более массовая после потери Покровска ожидается мобилизация. Ожидается мобилизация новых категорий. Ожидается то, что всех, кривых, косых, молодых, старых, всех будут гнать на фронт. Потому что выхода другого власть не видит. Ну, з позиції військової я вважаю, що зараз якийсь происходить сюр, що... Что? Значит, это военная. Она говорит, происходит сюр. Ну, сюр это когда 6 мужиков, да, хватают одного, лупят его кулаком в лицо, резиновой дубинкой по ногам, чтобы тут в армии служил. Ну, вот это тоже парадокс. То есть они его как бы метелят, чтобы тут родину защищал. Кого? Их. Зеленского. Вот это все, чтобы этот режим был защищен. Они его бьют и отправляют воевать. Вот это сюр. Більша половина нашої країни дуже хоче перемоги, але для цього не робить абсолютно нічого. Я Да елки, большинство, оказывается, в Украине очень хотят победы, но ничего для этого не делают. вважаю, що з кожної домівки, з кожної сім'ї повинен хоч по одному члену сім'ї воювати. Якщо ти не воюєш, ти... А домашние животные должны воевать, интересно? Ну, есть же домашние животные. Они же тоже псы-патроны всякие там. Давай, а можно домашнее животное отдать? Ну, с каждого дома кто-то должен воевать. У меня попугайчик пускай воюет. Или, например, кот. Боевой кот. Кот полка. Сын полка, кот полка. Давайте еще кого-то отправим, понимаете? То есть это логика абсолютно замшелая и идиотская. Но это позиция військової. Ты не подумай. Это же женщина. Амазонка. Амазонка, блин. Говорит, в каждом доме кто-то должен отправляться на войну. повинен працювати на армії, ніяк по-другому. А коли ти сидиш на дивані і кажеш, що Грибач, хочу кордони 91-го году і абсолютно не робиш для цього нічого, извините, простите, ну це бред. Ще й ти говориш, що ти платиш податки, на які воюємо. Грибають, ребята, я теж плачу зі своєї зарплати податки. С какой зарплаты? С какой зарплаты? Что ты производишь? Что конкретно ты, военная, что ты, какой продукт ты производишь? Что облагается налогом? Облагается налогом то, что тебе Зеленский, как верховный главнокомандующий, написал в твоей платежке зарплатной. Все. Потому что такой механизм, круговорот в природе. Но ты на обеспечении государственном, ты на службе, ты служишь государству, тебе государство платит. А налоги с тебя берут, ну, потому что ты как бы физическое лицо, ну, ты военный, ты, в общем, единица, и так принято. Речь идет о других налогах, налогах тех людей, которые что-то производят, которые пытаются как-то вот свести концы с концами, заработать прибыль, из прибыли. Какая прибыль от вооруженных сил Украины? От войны нет прибыли. Война по всем экономическим моделям – это все в топку. В топку. Ну, если там оружие еще понятно, это товар. Какой специфический, но товар. Но ты человек, ты не оружие. Теж плачу на військові збори на армію. Але. Силы обороны, ТРО, 117-я бригада. Красиво, под музыку. Ух! Вот это я понимаю, потужно. Але потужно. Искусственный интеллект Илона Маска, который называется Грок, удивил. Массовое дезертирство в 20 тысяч в месяц и эмиграция 12 миллионов показывают, что обязанность по статье 65 Конституции воспринимается как принуждение, а не как долг, подрывая легитимность государства. Если нет добровольцев и приходится охотиться на улицах, социальный договор разорван, и власть держится на страхе, а не на согласии. Государство не состоялось в полном смысле, когда народ голосует ногами против него, и это ведет к эрозии авторитета и потенциальному краху. О, дурмашина, искусственный интеллект. Представляете? Вот такой текст сгенерировал, вот, пожалуйста. Мудро,
обыденно, можно поспорить, а можно не спорить. Уже бесчувственная машина, она уже все поняла. Железяка, до железяки уже дошло, а до Зеленского никак не доходит. Во время позапрошлого вот этого ночи удара по, скажем, по энергетике, по газоперерабатывающим объектам, был прилет по дому в Днепре. Вот эти дыры, которые зияют в нем. Страшний вибух, полетіли вікна. Такий жах був, що це просто, я не знаю, як я залишилася жива, тому що всі осколки полетіли на ліжко, на якому я спала. Значит, смотрите. Понятно, дрон, герань попадает, ужас и кошмар, там 3 погибших, был, значит, долгое время 1 человек, а судьба одного была еще неизвестна. 3 погибших, тяжелейшая трагедия, да, панелька, вот это пробито, вот люди. Обратите внимание вот на этот материал Днепропетровской облгосадминистрации, да, военной администрации. Вот что он из себя представляет? Нашли бабушку. Мене не поранило, потім продовжувалось. Смотрите, кто вообще, кого вообще показывают, кто вот на момент съемки, кто там есть. Смотрите, вот женщина, мужик вот в возрасте. Обстріли, вибухи були страшенні. Таке було відчуття, що знаходиться неймовірно де, на краю аду, мабуть. Женщина кому-то звонит. На краю ада прибывает эта бабушка. Ну, ми зібралися швидко, почали спускатися вниз. Люди кричали. Это вот ДСНСники, которых сегодня хвалил Зеленский в вечернем обращении. Почалися, вже чути було крики з вулиці. Я дякую всім нашим захисникам, Богові, дякую. Смотрите, еще какие-то непонятные. Это вообще мужик какой-то в косынке. Ну, видимо, там, до 25 лет. Мужички, вот это все. Людям, які нам допомагають, дай Бог нікому не відчути того, що відчуваємо ми, українці. Это она к кому обращалась, интересно? Ну, ко всему миру, наверное, да? Что дай бог, чтобы там никому такое не чувствовать, как мы чувствуем, украинцы. Спасибо защитникам. За это не говорят спасибо. Спасибо говорят, когда этот дрон летел к тебе в окно, но не долетел. Спасибо говорят, когда ты жив, когда ты живой. Я почему вас попросил обратить внимание на людей? Что там за люди вокруг? Бабушки и дедушки с единицами какими-то залетными плюс-минус среднего возраста или молодых людей. Украина становится страной пенсионеров. Украина становится вот этой бабушкой, которая сидит, у нее там страшно было, взорвалась квартира, ничего не осталось, вещи она там перенесла какие-то, где жить непонятно, кто-то приютил на старости лет. Это Украина, вот эта бабка, вот это то, что говорит, пострадавшая, она Украина. Она никому не нужна. Она, как, тягар, она бремя. Квартиру. Знову та ж проблема, де жити, що робити. Як вас звати? Валентина. А это вот Валентина. А Валентина это с Константиновки. Звідки ви? Переселенка звідки? Костянтинівка Донецької області. Ви сказали, що у вас це вже не вперше. Не вперше, тому що звідтіля виїхали, там повністю зруйнований будинок. Переїхали сюди і тут. Та ж сама картина. Зараз тимчасово знайшли, де розмістити речі, де переночувати, так мовимо. А потім будемо щось шукати, ще винаймати. Жити ніде. Додому повертатися не можна, бо нікуди. То есть, смотрите, человек выехал из Константиновки. Сделал, в принципе, правильно, потому что на нее накатывалась война. Она захотела жить. Видимо, купили какую-то квартирку, потому что из этих разрушенных, видите, что там за, вот панельку, да, в Днепре. Вроде как далеко, да, там до линии фронта и так далее. Там разбили хату, возвращаться некуда в Константиновку. Она пока еще формально под контролем, вооруженных сил Украины.
Но скоро там, я так понимаю, решится вопрос с Покровском, ну или Купянск тут включится, или дальше по фронту, потому что есть еще очень серьезные такие рывки, стремительные в Днепропетровской области сегодня зафиксированы. Успеновку признали, что это было еще вчера, позавчера, по-моему, россияне говорили, что не взяли Успеновку, сегодня это уже подтверждает Deep State, поэтому там движение идет туда дальше на Сосновку, в общем, дальше по карте. Вот она приезжает, у нее там разбили, у нее опять разбили квартиру, будем, говорить, что-то снимать, а ты попробуй в Днепре квартиру сними сейчас, по сегодняшним ценам, вот в таких панельках, ну, то есть жить негде, куда идти? Константиновка, война. Тут не проканает там, знаете, вот это, там, переезжайте там. Ну, в Россию ты не поедешь с надеждой, что Константиновка станет Россией, ты там когда-то, то есть непонятно. Но только получается, Лукашенко получается. Но она тоже, посмотрите на нее, тоже уже, ну, взрослый человек. Взрослые все люди, женщины. Бабушки, взрослые женщини. Кроме слова жах і не хочеться вірити, зараз нічого нам на ум не приходить. Тому ви розумієте, в якому ми стані. І якщо я скажу щось, я нічим не допоможу і нічого не зміню. Як і всі люди, я перебуваю в якійсь межі між небом і землею. Между небом и землей находятся вот эти люди. Оттого они говорят, ну скажу я что-то, ну а что это изменит? Ну, я не... А что? Я маленький человек, там, пенсионерка украинская. Переехала оттуда, тут война достала вот в Днепре. Вот что я могу сказать? Что? И этих людей очень жаль. И за счет на горе, на беде этих людей, вот есть такое выражение «соль земли», а это вот соль войны. Вот эти люди, которые не хотят войны, которых выгнала война из дома, которая разрушила один дом, второй дом, за которыми идет война. Навіть іноді страшно за себе, що нічого не відчуваєш, крім пустоти. Ничего, кроме пустоты. А какая тебе наполненность? Какая во время войны может быть наполненность? Пустота. Зеленский с каждым днем с видеообращений выматывает из себя, высасывает эти жизненные соки уже немолодой женщины, которая в любом случае там голосовала за Зеленского, радовалась там, какой у нас молодой и классный президент. В Николаеве, видите, программа до 27 года была. Просто мы забыли, они делали программу 2027, во время ковида в масочках прыгали там с мячиком баскетбольным по спортзалам. А из тебя соки сосут. На твоем горбу, шкуре и на твоих емоціях нещастя, вони ними підпитуються. Скажіть останнє запитання, от я бачу фотографії, ви забираєте з собою це? Ну це ж моя родина. Скрізь я їх возю з собою. Це коли збирались діти разом, коли ми жили вдома. Тому саме перше, що ми вивозимо, це пам'ять про родину. Память. У нее память о той жизни, вот той довоенной. Она вот с ней живет, это помогает жить. А в будущее пустота, ничего нет. И не будет у этой жительницы Константиновки. Не будет. Потому что вот сегодня ромны, трамны, да. Тоже пятиэтажка, панелечка пострадала от взрывной волны. Удар по складу пришелся. Это Сумская область. Одесса, где вот так крутят всех направо и налево. Одесса. Сколько я их над морем видел? Штук 8, блядь. И из 8 один сбили только. Это сегодняшние кадры, и Ромны, и Одесса. Ну, вот, говорит, штук 8 видел, один только сбили. Мужик за кадром снимают, рассказывают. Местные жители смотрят в небо. Ты не смотри наверх, мужик. Ты вот, например, вот в это верь. Это же телеграм-каналы, это же диковинная информация. Вот это вот поднимает настроение всем. Значит, это дроны якобы вооруженных сил Украины. К ним прикрепляют
трезубец, и наконечники этого трезубца обрабатывают каким-то ядом. И тогда россиянин мучается в адских муках перед смертью. Вот это я понимаю. Вот это солдатские байки. Ты вот сюда смотри. Ты не смотри, что у женщины пустота и оставшиеся фотографии, когда еще не ходили, вместе фотографировались, семья, все были за одним столом, да даже дома у нее в Константиновке. Понимаете? Ты вот сюда смотри. Да вообще никуда не смотри, потому что света нет. Че глаза зря зря напрягать, глядеть в темноту. После удара позапрошлой ночью я, если честно, поразился. Я помню, Безуглая когда-то написала фотография, где Светлана Гринчук, это министр энергетики Украины, и вот это Свириденко Юлия. Они вместе на какой-то фотографии, и Безуглая пишет: вот от этих двух женщин зависит наше, будущее, как мы будем зиму зимовать. Вот первым делом, после вчерашних вот этих ударов, впоследствии сегодня включают Гринчук, міністр енергетики України. Дійсно, сьогодні вночі була одна з найбільших атак саме балістичними ракетами, прямих атак на енергетичні об'єкти, тобто на цивільну енергетичну інфраструктуру, що призвело до пошкоджень. І, звичайно, для того, щоб ці пошкодження усунути, відремонтувати і стабілізувати роботу енергосистеми, застосовувалися операторам системи передачі спочатку графіки аварійних відключень, спеціальні графіки аварійних відключень в таких регіонах, як Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Чернігівщина та Сумщина. Смотрите, это ее вчера включают, и она в темноте. Министр энергетики в темноте, вечер. И она говорит: отключение света. Специальные, плановые, внеплановые. Смотрите, мол, не ропчите, что отключение света. Мы все ремонтируем, все нормально, все починим. В усіх практично регіонах діяли графіки погодинних відключень, і потім нам вдалося стабілізувати трішки систему і перевести вже на графіки погодинних відключень для того, щоб споживачам простіше було планувати свої дії у зв'язку. Спасибо! Заботливая ты наша! Заботливая! Мы перевели, чтобы потребителям было проще планировать свои бытовые нужды. Да елки-палки, может, не допустить надо было этого этапа эскалации вообще? Может, не допустить вообще или защитить эти энергообъекты? Или что-то еще предпринять? Вы же власть, а они позаботились, чтобы графики были плюс-минус нормальные. 2 очереди на завтра публикуют, на завтра 2 очереди. Некоторых даже больше, некоторых вообще нет света. З відключенням електроенергії сьогодні ми працюємо командами в регіонах на Харківщині, Полтавщині, Київщині для того, щоб особисто я і заступники, і представники Міністерства розвитку громад і територій спільно з губернаторами, керівниками обласних військових адміністрацій не просто оцінюємо наслідки, а координуємо дії щодо того, щоб розгортати альтернативні джерела живлення. О, вот это вот очень интересно. Смотрите. Мы, значит, не просто сидим по кабинетам, мы командами отправляемся в разные регионы вместе с губернаторами, Кимом, вот этими лысаками всякими. Мы, так сказать, вместе с ними не просто оцениваем, а мы сразу руководим, что надо делать. Так легче, так проще. Смотрите, как мы классно работаем. И альтернативные скажем так, источники энергии пытаемся внедрить. Так я стесняюсь спросить, а уже можно включать вот этот суперсекретный аккумуляторный блок, который где-то запрятан, непонятно где, тайно привезли кучу аккумуляторов и может питать такой город, как Вашингтон, в течение 2 часов беспрерывно? Его уже включают или еще не включили? Это вот об этом она говорит? Или, может, о другом говорит? Я думаю, что она говорит вот об этом. Конкретно вот об этом. Вот, пожалуйста, альтернативная ТЭЦ.
В 16-м, по-моему, году ее построили, или там, это целый проект, называется Clear Energy, ну, типа чистая энергия. Вот соучредитель этой компании, короче, разбили. Что это за ТЭЦ? Это самая первая крупная биостанция. Биостанция, это, короче, биомасса, ну, какой-то там кизяк, ветряк, ну, это все, короче, вот так, как бы, силос какой-то, в общем, био, да, компост, его сжигают и, как бы, генерируют электроэнергию. Вот это вот альтернатива. И действительно там говорили о том, что энергетическая независимость Украины, это вот местные ресурсы, децентрализировано, вот такие построить везде. Как бы, у нас же агрария, государство агрария, и вот из продуктов жизнедеятельности, навоза всякого, там, каких-то остатков с полей, компоновать вот эти пелеты, пакеты для этого дела, сжигать и, так сказать, генерировать электроэнергию. Ну, уничтожена. Вот она, альтернатива. Уничтожена. Практически сразу. Розгортати встановлені малі блочні модульні котельні для того, щоб повертати людям тепло, повертати людям світло. Але тут дуже важливо зрозуміти українцям, що навіть для того, щоб нам провести ремонти для стабілізації робіт, звичайно, потрібні графіки відключень. По-іншому система не працює. І ті заяви про те, що не підготувалися енергетики, інші служби, вони абсолютно не відповідають дійсності. Тому що... Поняли? Если кто-то вам говорит, что службы не подготовились, об этом говорят вот с начала осени. Да еще и раньше говорили, что готовьтесь, зима будет тяжелой. Все говорили, готовьтесь, будет ад. А они говорят, а мы готовы. Вот сейчас все украинцы чувствуют на себе, как готовы все службы. Она же, Гринчук утверждает, ми готовились і ми готові. Що навіть для дрібних ремонтів потрібно на певний час вимикати обладнання для того, щоб його перезапустити, для того, щоб його відремонтувати, замінити. Це все прості, але речі, які вимагають певного часу. Звичайно, всі зараз скоординовані, всі працюють, розгорнуті всі служби для того, щоб якомога швидше повернути тепло і стабілізувати ситуацію. Але ще раз повторюся, що такої кількості балістичних саме ракет, які напряму атакували енергетичні об'єкти, дійсно навіть з початку війни важко згадати. Тому, звичайно, наслідки є. Последствия есть, но все готовы, все нормально, не паникуйте. Зеленский, я помню, говорил, надо нормально, он же обещал нам, он четко говорил, значит, будут бить по энергетике, пока за добычей, везде будут бить. Надо к этому нормально относиться. Нормально относись, и все будет хорошо. Нормально относись, терпи, все. Бог терпел, нам велел, все нормально. И вот видите, работаем. Если кто-то говорит, что мы не готовы, врут, негодяи. А может, просто надо было что-то не сказать, чем что-то сказать? Например, вот это 27 сентября. Проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії. Да, вот это выдал, а теперь у нас, так сказать, надо выполнять. И вот пытаются как могут. В Белгороде атаковали, там вырубали свет на днях. Вот сегодня, вчера, там, допустим, сегодня проблемы в Воронеже. Сегодня, кстати, был повторный обстрел. Это территория ТЭЦ Воронежской. Человек пришел туда, где работает, там пришел поснимать, куда прилетел дрон. Вот вам, пожалуйста, так сказать, фотофакт. Москва, конечно, еще далеко. Москва — это не Воронеж, Воронеж не Москва, но тем не менее. Президент же сказал, президент сделал, пишут президентские телеграм-каналы. А президент ли это? Может, этого не надо было говорить, и до этого не надо было доводить, а нужно было договариваться. Вот тогда хотя бы о воздушных каких-то неударах, каких-то моментах, какие-то условия на что-то пойти, что-то предложить. Нет. У них все готово. И все готовы. И украинцы, все в порядке. Не волнуйтесь, ремонтники, Петров, Иванов, так совпало просто, и Петров, и Иванов, да, они поедут и отремонтируют. А если вы отключение вас достали, не переживайте, вот отключают свет, это означает, что ремонтируют что-то. А то, что киловольтные, эти 750 киловольт подстанции бахнули,
как Сибига утверждает. Может, они, конечно, ну, по картам там нет этого на самом деле. По картам обстрела, те, которые публиковали тогда, ну, может, они играют на опережение и вот больше заранее поднимают кипиш, хайп, заранее кричат на всю планету: МАГАТЭ, приди, помоги. Ну, МАГАТЭ пришло и помогло. На российской, ну, имеется в виду, контролированной российской стороной Запорожской атомной электростанции. Ну, а кто поможет, например, полтавчанам? Гордон! Как ложатся слова Гордона на ситуацию в Полтаве, где нет воды, и люди вынуждены, ну, с родников, с рек брать воду? Воды у вас нет, не жалуйтесь. Все хорошо. Пейте мочу. С утра до вечера, свою. Закончится своя, пейте чужую. Жестко говорю, жестко. А нехер было со страной такое творить. Вот так вот. Это он обращался к дончанам вообще недавно, совсем недавно, когда было лето, жара и там вот эти все проблемы. Донецк, гуманитарная катастрофа, эти водоводы из Дона, они там не сработали, водохранилища, проблемы. России нужен Славянск, нужно выход на Славянск, чтобы перезапустить этот канал Северский Донец. И это понятно, да, Украина же воду не дает. Хотя там робко пытались какие-то голоса говорить: а давайте дадим, а давайте тут сторгуемся, дадим им воду, а там, может быть, и тут воевать не будут, например, по каналу Северский Донец, да, его что-то обслуживать с одной стороны, с другой, а давайте еще как-то, а давайте здесь, а давайте здесь. То есть как бы война, да, все потужные, но тут договорились, и как-то уже там и в Донецке легче, и нам, а там же наши люди в Донецке, соответственно, мы должны им давать воду. И это тогда Гордон такое выдал, и сейчас это абсолютно ложится на Полтаву, Павлоград, куда там прилетело еще, Глобино, там где перебои с водой и со светом, Полтавской области. Ну, то есть, понимаете, вот оно, вот он бумеранг кармы. Ну, если вот вчера виходила міністр, сьогодні випав її замміністра. З Артемом Некрасовим, першим заступником міністра енергетики України. Пане Артем, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка. Значит, Некрасов, писательская фамилия, и ведущий марафона сразу начинает с главного. А главное, безусловно, это алярмистская публикация от Центрэнерго, которые написали, что, ребята, все станции в огне, у нас все разрушено. Все в огне. Що означає, що усі ТЕС Центренерго припинили генерацію? Наскільки критична ситуація і для яких регіонів найбільше? Ну, по-перше, я одразу хочу наголосити, що ТЕС припинили свою генерацію після останнього нічного удару росіян позаминулої ночі. І наразі на цих об'єктах вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади наразі роблять все можливе і необхідне для того, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки попередньої атаки та відновити зруйноване у найкоротший термін. Водночас нам варто розуміти, що минула атака стала однією з найважчих для енергетичного сектору за весь час повномасштабної війни. Короче, смотрите, у них стандартная практика. Все ремонтируется, самый тяжелый удар был. Удар страшнейший был. И все ремонтируют, удар страшнейший. Ну так а что дальше? А что сказал Центрэнерго? У них, говорит, все, нет ничего. Ну, нет ничего. Ну, вот кое-что ремонтируют. Ворог завдавав масованого удару саме балістичними ракетами, які, на жаль, надзвичайно складно збивати. І такої кількості прямих ударів по енергетичних об'єктах з початку вторгнення, мені важко згадати. З 45 ракет, які були застосовані, 32 з них були балістичними. Ми бачимо, що ворог змінив тактику і намагається наносити удари одночасно. Что-то как-то гэкает Некрасов. Некрасов, ты давай не гэкай, а то декоммунизируют, дерусифицируют твою фамилию замминистра. Ты чё, Некрасов, не гэкай. Як по об'єктам генерації, так і по мережам систем передачі і систем розподілу електричної енергії. І цей підхід, на жаль, ускладнює оперативне відновлення, нормального оживлення і нормальної роботи енергетичної системи. Але енергетики роблять усе можливе, працюючи практично в цілодобовому режимі. Ми зараз поступово стабілізуємо роботу системи, але давайте говорити відкрито, на це потрібен час. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз значним є загальний дефіцит? Ну, на жаль, так, дефіцит є. Адже значна частина генерації зазнала ударів.
Тому застосовуються заходи для можливості проведення ремонтів на тих об'єктах. Визначаються також зараз потреби в додатковому обладнанні і обсяг робіт для найскорішого відновлення електропостачання. Я не можу розголошувати дані щодо дефіциту потужності в ефірі, бо це... Это главное, что он сказал. Я не могу разглашать данные по поводу дефицита потужности в эфире. Знаете почему? Що враг її воспользувався. Може полегшити ворогу збір інформації про результативність його атак та сприяти плануванню наступних атак. Але ми можемо запевнити, що енергетики зараз роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене внаслідок обстрілів обладнання та налагодити стабільне енергопостачання у кожному з регіонів. Наразі бригади як Укренерго, Обленерго та генеруючих компаній спільно з рятувальниками ДСНС почали аварійно-відновлені роботи одразу після відбою всіх повітряних атак. Загалом я можу зауважити, що найбільше навантаження на енергетичну систему у нас відбувається у ранкові та вечірні пікові години. Це орієнтовно з 8 до 11 години вранці та з 16 до 20 години ввечері. Саме вони за нинішніх обставин найчастіше бувають дефіцитними, і саме тоді є найбільша потреба. С 8 до 11 и с 4 до 8. С 8 до 11, с 4 до 8. Вот это пики, говорит замминистра. Щадому споживання електричної енергії. Якщо у вас зараз є електроенергія, будь ласка, максимально обмежте користування вашими потужними електроприводами саме в вечірні і ранкові піки. Я думаю, специально Зеленский ввел это слово «потужное». Вот специально под эту ситуацию. Какой-то вот сюр. Говорит, не используйте свои потужные приборы, ограничьте электроэнергию. Ну вот элементарная эта же история. Прикрути. Ну, это было при Порошенко, когда вопрос был с газом. Но все делают. Все нормально, все работает, все хорошо. И вообще не смотри туда, в сторону энергетики. Если есть отключения, ну ничего, потерпи. Значит, ремонты делаются, ремонты работают. Все хорошо, все на мази. Ну а что они еще скажут? Так а если завтра или этой ночью, или следующей ночью прилетит еще, прилетит в другие места, прилетит в туда же, Россия может себе позволить в одну точку отправлять сколь угодно много дронов, сколь угодно много тех же ракет, баллистики и всего остального. Все. Ну, то есть, они могут разбирать его очень долго. И человек будет там что-то ремонтировать, а это, ну, здесь нужно что-то предпринимать. А что ты можешь предпринять? Европа, если погасят подстанции возле атомных электростанций европейского импорта, ну, например, там Европа подкинет электроэнергии, да, не хватит. Электроэнергией могла бы чисто теоретически поделиться Беларусь. Там есть каналы, есть связи, и, в принципе, можно было как-то помочь стабилизировать ситуацию. Но Беларусь враг. Кто ей будет, да? Ну, к ней обращаться за помощью. Беларусь нет, Беларусь нельзя. Полностью обрыв, все, никаких перетоков, ничего. Какие скандалы были 2 года назад, я помню. Вот так. Поэтому гордо, при лучине потужности сидим, ну и что-нибудь смотрим или читаем. Желательно на чистом украинском языке. А не как вот эти все депутаты в Верховной Раде. Ветрович, бывший глава, депутат, бывший глава Института нацпамяти, такие интересные подробности, говорит, слушайте, в Верховной Раде по-русски говорят. Пане Володимире, а наскільки часто ви сьогодні чуєте в стінах парламенту російську мову? Насколько часто ты слышишь? Ой, много, ой, часто слышу русский язык в стенах парламента. Смотрите, телеканал Киев, где мосты в аварийном состоянии, метро, фуникулер вот вроде как запустили, но там тоже вопросы, потому что нет света. Беда. А у них... А ты вот слышишь русский язик часто в парламенті? Ой, часто. Дуже часто. Ну, я думаю, що вона там домінує, насправді. Тобто в якомусь такому побутовому спілкуванні, я думаю, що російська домінує, причому, що це не язик Лермонтова і Толстого, що я вас запевняю. Тобто це часто брутальна лайка, тобто, ну, така... рівень, ну, загальний рівень культури цього парламенту, якщо от виключити мікрофони, ну, він дуже низький. Поняли? Матерятся, как сапожники в парламенте. Матерятся, слова коверкают. Это не язык Лермонтова и Толстого. Нет, нет. Это язык Некрасова, замминистра Гринчук. Так а чего вы хотите? А чего вы тогда хотите от школьников, спрашивается? Вот мовный омбудсмен, так сказать, бьет тревогу.
В школах Киева 40% учителей и 82% учеников не говорят на украинском в перерывах. На переменах не говорят на украинском. Вы представляете? 40% учителей, 82% учеников в Киеве не говорят на украинском. А на каком? Может, на английском говорят, на польском, на каком? На русском, конечно. У мовного омбудсмена заявили, что в школах Киева угрожающая ситуация. 24% учителей во время уроков и 40% во время перерывов нарушают языковой закон, используют негосударственный язык. При опросе ученики отметили, что сами нарушают закон, общаются на негосударственном языке, на уроках 66%, на переменах 82%. Вы представляете? Вы представляете? И депутаты, и школьники, все общаются, все. На этом фоне даже какой-то, ну, не знаю, культурный такой муниципальный шок испытали пользователи. Вот пишет: одесситы, цените свой город. Я 2 недели уже как в Виннице. Здесь мало урн, мало магазинов, тип как в Одессе, эконом. Как-то не очень нравится в Виннице. Если бы в Одессе разговаривали все на украинском языке, как в Виннице, то это было бы самое классное место в Украине, самый классный город в Украине. А так, жирный плюс Виннице – это украинский язык всюду, везде. Ну и кто-то ей отвечает: если бы в Одессе говорили по-украински, то это была бы Винница. Ха-ха-ха. Смешного мало, но из Одессы хотят делать Винницу. То есть урн нет, магазинов нет, не нравится город, Одесса лучше, ну там, ну зато на украинском. Ну так сиди в своей Виннице, что ты вот это тут к одесситам обращаешься? Конечно, если бы в Одессе все на украинском говорили, превратили Одессу в Винницу. У них вся их задача превратить все города в Винницу. Харьков, Днепр, где на днях приняли решение исполкомом публичный русскоязычный контент убрать везде. Ну, смотрите, какая тут история. Когда ты убираешь там, публичный русскоязычный контент, это песни транслировать, что-то еще, там всякие там вывески, в общем, названия, это публично транслируешь контент какой-то, да, что-то созданное на русском языке. Причем раньше говорили, что это типа на русском можно, созданный россиянами нельзя. Сами запутались уже. Но когда ты создаешь вот этот русскоязычный контент, ты его не пускаешь, то он все равно просачивается. А если нет, то люди, те, которые могут, едут за этим русскоязычным контентом за рубеж. Я, если честно, немножко обалдел. Значит, после ударов вот этих по энергетике легла вся история таможенной погранбаза и таможенная база. Украина встала. На несколько часов прям реально встала. Очереди на границах сумасшедшие. Все легло. Якобы там говорят о том, что, собственно, это из-за дефицита электроэнергии. То есть человек не может пересечь границу, ничего не пробивается, не бьется по компьютерам. Все, коллапс. Этот коллапс пробовал достаточно долго, но там люди ехали, если там на Западе, понятно, там, как всегда, а там вот люди, в основном женщины, 90%, ехали на концерт Светланы Лободы. Представляете? На Лободу ехали. И многие не успели из-за вот этого сбоя. Но не унывают. Они ехали за русскоязычным контентом в Молдову к украинской певице Лободе. Вот так вот. А может, к черту эту любовь к украинскому языку? Вот это они прям на границе, прям вот там, на переходах. Паланка, по-моему, называется. В общем, там, в той стороне. А на самом концерте еще и подраться успели.
это уже пришли, так сказать, бодигарды. А сама драка выглядела вот так. Это, наверное, тут, видите, тут женщины, а тут мужчина решил за свою женщину вступиться с какими-то другими. А что вот это думают, вот что это за женщины? Да? Ладно, женщин много. Они сели, многим из них условно недалеко, ну как, если бы не перебои на границе. Подрались, сообщают, украинцы. А что вот это там на концерте Лободы делает? Это он что, он не в армии? Он ухилянт, наверное, или нет? Он, наверное, инвалид. Ну, а как по-другому назвать человека, который приехал на концерт Лободы и дерется с бабами? Вот так вот. Украина. В гостях в Молдавии. На концерте Лободы. Украинской певицы, которая поет по-русски, понимаете? Вот, пожалуйста. В данный момент граница Украины... Вот вам, пожалуйста, драка. Вот как вот его назвать? Смотрите, тут парочка, видимо, сцепились с какими-то другими женщинами. А это, видимо, точно этот, ну как... Точно какой-то. Наверное, нет. Он, наверное, ухаживает за инвалидом. Он не инвалид, он ухаживает за каким-то инвалидом, поэтому может спокойно пересекать границу. Или какой-то СБУшник. Или какой-то, ну, не знаю, привинченный, командировочный. Вот так вот. За волосы. Нормально. Нормально украинки погуляли. Нормально все. Вот это я понимаю. Ну, хорошо тут их действительно вот охрана развела. Потолкали, потягали. Но это еще концерт не начался, понимаете? Это еще концерт не начался. Ну, в принципе, на концерте все было хорошо, все как всегда. Ведь так оно и работает. Когда закрыли авиасообщение в Россию, ну, из Борисполя в Москву, в другие города, тогда сразу Минск стал хабом. И все условно летали в Минск или там поездом ехали в Минск, садились в Минске и летели в Москву. Ну, так было принято. Это вот времена АТО, ООС. Потом, когда это все прикрылось полностью, ну, что? Теперь вот, понятно, Польша, Молдова, если аэропорты, да? А так и в музыке. Приезжает в Молдову какой-то артист, тем более, когда это Светлана Лобода, которую знают, любят в Украине, это украинская артистка, и к ней она рассчитывает, что кто-то к ней приедет с Украины, потому что ей нельзя эти песни петь в Украине, а украинцы подтянутся из-за рубежа. Но возникает такой какой-то странный момент. Слушайте, а уж неужели так все классно? Какие-то мужики, вот это все так берут спокойно, они съездили на концерт, вернулись. Война, ничего страшного. Съездили туда-сюда. Но это если ты можешь себе позволить проезд, билеты, концерт, обратно, ты себя более-менее нормально чувствуешь. Ты вот из этого эшелона людей. А обычным людям выехать нельзя, потому что запреты. А если так решил перебежать, ну, тогда, дружище, это ты столкнешься с очень интересными хитростями очень интересных пограничников. Блогер из Одессы Максим Рудада рассказал часть, он сам ушел из Украины, переходил, об этом снимает ролики, видео. Возможно, на следующей неделе поговорим с ним в интервью. Он рассказал очень интересные истории о том, как настолько мышь не проскочит на границе, что даже в Тисе под водой натягивали колючую проволоку украинские пограничники, и ты вроде как плывешь в этой Тисе, а все, правда, удивляются люди, которые умеют плыть. Ну что там той Тисы переплывать? Ну это что, океан какой-то или Днепр надо переплыть? Там устаешь. Что не все тонут в этой
они проволочку колючую натягивали, и ты или цепляешься за нее, или ранишься, или что-то там, в общем, и ты не доплываешь, или должен вернуться, развернуться, поплыть назад, чтобы помочь себе, истекаешь кровью, например, или что-то еще. Или, ну, ты уже там не сможешь доплыть точно. И вот поэтому много и умерших. Так вот, и румынские пограничники приезжали и демонтировали вот эти чудо заграждения от украинских пограничников. В данный момент границы Украины охраняют во много раз лучше, нежели где-то там ноль на Донбассе. То есть сейчас повсеместно установлены фотоловушки. Постоянно летают над границей дроны обычные, дроны с тепловизорами. Мало того, там летают даже вертолеты. И еще начал рассказывать о том, что буквально недавно в Тысе ребята, которые до этого пытались перейти, они столкнулись с тем, что там в воде была небольшая тоненькая колючая проволока. Что ты плывешь, вот так вот, ты ее даже не видишь, то есть она вот где-то там в глубине. И в моменте ты плывешь и просто на нее попадаешь, ты опять начинаешь либо же вещами как-то там цепляться, или просто тебя режет, и ты возвращаешься обратно. И когда об этом узнали румынские пограничники, они просто взяли моторную лодку, доплыли до этих участков, позабирали оттуда все это и просто скинули в другое место, чтобы просто люди могли действительно беспрепятственно плыть. То есть вы вдумайтесь, что творит Украина для того, чтобы просто пацаны не смогли выбежать. Ну вот это и творит. Концлагерь. Пацаны, чтоб не бежали. Не, ну женщины могут съездить на концерт с правильными мужчинами. Там немножко побыковать, подраться между собой. На лободу можно смотаться, назад можно, одним можно, а другим вот так. Фотоловушки, тебе все там просто невозможно. И аж румынские пограничники должны были ехать и демонтировать вот эту историю с тоненькой проволочкой. Ну а в самой Украине действительно концлагерь и бесправие. Вот это вот Юрий Дудкин делится новостями со своей родной Славуты, город на западе Украины. Отдел коммунальной собственности Славутского горсовета обращается к жителям Славуты и громады, да, то есть с просьбой сообщать о жилых домах или квартиры, которые длительное время не используются по назначению, в которых никто не проживает. Они находятся в плохом состоянии или аварийном состоянии. Они имеют неизвестного собственника, у которого отсутствуют наследники. Информация, которая предоставлена вами, есть очень важной, потому что сейчас жилищный фонд громады фактически не пополняется, тогда как количество людей, которые нуждаются в жилье и на квартирном учете, постоянно растет. Вопрос обеспечения жильем – это очень краеугольный в связи с увеличением количества внутренних переселенцев, участников боевых действий, инвалидов и других граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Вот такие пироги. А ведь все возвращается, все оборачивается. Я помню, как все говорили по поводу квартир в Донецке и в Луганске, что будут опись забирать, а если там никто не живет, кого-то заселять, а вот тут заселили. Ну вот оно все, как бы колесо провернулось. Вот, пожалуйста, Западная Украина, Славута, перепись. И вот так. Ну и, собственно, к последним новостям того, что вот сейчас происходит. О, Господи. Ой. Понятно. Эх. Как говорится, show must go on. Вот так попробую показать вам. Значит, прямо во время интервью Зеленского The Guardian в Мариинском дворце отключили свет. Представляете, какое шоу? Представляете? В Мариинском дворце свет отключили. Люк Хардинг прям перепугался. Ой,
Ну и в Киеве пошел снег, сообщают здесь. Значит, Зеленский, все боятся Трампа, все в мире. Люк Хардинг, а вы боитесь Трампа? Нет. Бояться должны враги, а мы не враги. И вот после этих слов, наверное, свет и выключился. То есть они настолько циркачи, понимаете, настолько шоу устроили. Ну, президентский дворец, ну, ясное дело, что там, ну, как, в любом случае, там не будет отключения. Все до автомата, там раз, переключение и все. Ну, тут гляньте, ой, темно стало. Вот в такой стране живем. И этот Люк Хардинг поедет к себе, говорит, ой, ё-моё, Гардиан, британушки, надо еще денежек подбросить Украины. И люди смотрят, смотрите, не только у нас света нет, а и у Зеленского отключают во время интервью The Guardian. Такую лапшу вешают на уши. Такие просто элементы пиара. Слов не хватает. Но когда доходит до реальности, то многие начинают даже что-то подозревать. Тут недавно Пышный из НБУ, он говорит, скарбниця теперь будет называться казначейство, а копейка – шаг. Но хоть скарбниця, хоть шаг, такие люди, одесситы на 7-м километре начали что-то подозревать. Уже означает жопа. Подъехал на 7-й километр поменять немного денежек. Ребята, все купюры, абсолютно все номер в номер, свеженапечатанные. Каждый раз, когда я вижу, что свеженапечатанные тысячные, значит, что-то готовится нехорошее, что-то будет происходить нехорошее. А как вы думаете, что за прикол такой? Ну, прикол, конечно, хороший. Человек, как бы, с барбершопа на 7-й километр заскочил на своем Бентли, поменял стопочки тыщеночек, глянул, а они свеженапечатанные. Они только что отпечатанные. Тыщеночки печатает Пышный. С курсом будет большая беда. На фоне особенно экономических потерь и экономического ущерба. Ну, не волнуйся, владелец Бентли, меняющий деньги на 7-м километре в Одессе. Нас Илон Маск успокоил. Ну, во-первых, его Грок дал правильную характеристику всему происходящему в Украине. А во-вторых, Маск говорит, денег скоро не будет. Не будет денег. Здесь нет очевидного предела. Оптимус — это что-то вроде бесконечного денежного глюка. Может быть, в будущем денег вообще не будет. Или деньги будут, но их будут измерять в ваттах. Например, сколько энергии вы можете получить с точки зрения электричества. Так что, я думаю, вам стоит придержать свои акции Тесла. Оптимус, Маск, конечно, всерьез занимается робототехникой и, так сказать, пытается быть на передовой этой борьбы. Но тут его внезапно просто размазали, его гуманоидные вот эти изобретения, китайцы. Размазали просто в пух и прах. Представили робота. Робота Айрон. Он настолько пластичен, что люди действительно думали, что внутри просто нарядили человека, и это человек. И поэтому там очень много видео во время презентации, когда этого робота как бы раздевали, снимали с него шкуру, показывали, что это железяка, а не живой человек. Значит, что интересно, что этот гуманоидный робот создан китайским автопроизводителем, машины, которые делают, Xpeng Motors. Это 6 числа проходил, так сказать, его смотр в Гуанчжоу. Многие подумали, что реально внутри какой-то человек, движения очень реалистичны.
И чтобы это подтвердить, значит, Xpeng показывали, что это действительно машина, и с 26 года, то есть со следующего года, обещают массовое производство. 皮肤下面是肌肉，如果你觉得这个肉啊左右都有两次像人体设计，但是啊好，这个那我们现在请艾伦。Ну, вот так он двигается. Абсолютно как живой. Некоторые живые хуже двигаются, чем он. У него 82 степени свободы. Кисть имеет 22 степени свободы с самыми маленькими в отрасли гармоничными приводами. Позволяет выполнять тонкие задачи. Брать яйца. Откручивать крышки. Работает он на чипах искусственного интеллекта. Вот, то есть смотрите, как он передвигается, перемещается. На данный момент самый высокий показатель среди гуманоидов. И первый робот, который полностью использует твердотельные батареи. Вот вам и, собственно, китайцы. Ну, это вот, как я говорил, они постоянно, они вот действительно во время этой презентации постоянно делали упор на том, что ребята, все по-настоящему. Взял ножницы, разрезал, сотрудник оторвал и показал, что это робот. Вот. Ну вот. Ну, что-то в ответ не помахало разработчику или не помахало, это типа женский прототип. Но, тем не менее. Вообще, пока мы вот это воюем, как какое-то дурачье и зверье, и варвары, да, с дронами, с искусственным интеллектом, совершенствуя оружие убийства, в мире абсолютно меняется все. Мир просто меняется. Глава OpenAI, это Сэм Альтман, дал интервью, заявил, что в ближайшие годы искусственный интеллект сможет выполнять большую часть управленческих функций компаний и допустил, что сам вскоре может уйти с поста руководителя разработчика искусственного интеллекта и добавить, ну как, поставить искусственный интеллект у руля. В интервью он отмечает, что не исключает появление подразделений, где искусственный интеллект будет принимать до 85% решений. Какое-то небольшое однозначное число лет, не очень далеко, и это произойдет. По словам Альтмана, искусственный интеллект способен взять на себя значительную часть управленческих обязанностей, хотя роль генерального директора остается сложной из-за публичной составляющей. Ну, мол, надо быть человеком, который публичный. Быть генеральным директором сложная задача, потому что публичная роль становится важной. Если я могу притворяться политиком, то искусственный интеллект тоже сможет. Альтман предположил, что в будущем появятся многомиллиардные компании, которым будут управлять всего 2-3 человека, и искусственный интеллект. И уточняет, что раньше ожидал такого развития событий примерно через год, но теперь немножко отложил свой прогноз. И вот ключевая фраза, которую он сказал в этом интервью: «Я не стал более пессимистично относиться к искусственному интеллекту. Возможно, я стал более пессимистично относиться к людям. Люди становятся хуже, чем искусственный интеллект». Но оно и правда так. Посмотришь на какие-то решения, посмотришь на какие-то заявления, посмотришь на безответственность и понимаешь, что, пусть лучше машина какая-то чего-то принимает какие-то решения. Бездушная машина. А по большому-то счету, бездушная машина
сейчас тоже у руля. Всем плевать на смерти, никто не останавливает войну, все только играют, все только выпячиваются, все только тулят одну сплошную лабубу. Кстати, о лабубу. В подделках лабубу в Швеции обнаружили опасное вещество, которое может вызвать бесплодие, нарушение развития у детей. В 5 из 7 образцов уровень токсина норму превысил 250 раз. Он может попасть в организм при контакте, ну или проглатывании, там, покусывании, если вдруг дети начнут этим фальшивым лабубу играть. Мне почему-то кажется, что Украине и украинцам досталась власть какая-то фальшивая лабубу. Мы там к ней начинаем прикасаться, лизать, покусывать и травимся. И просто травимся. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Спасибо большое за поддержку. Анне Салам, благодарю за то, что поддерживаете. Заставят ли блэкауты Зеленского быть сговорчивее? 9% они только укрепят, зажмут гайки. 10% да, игнорировать народ не получится. 39% только если вместе с крахом фронта. Ну и нет, у него и Ермака свет будет. Спасибо большое, что проголосовали. 18 тысяч голосов мы получили. Вот такая вот у нас сегодня публика. Вот так вот она сегодня, собственно, и проголосовала. Друзья, спасибо большое за то, что пишете, за то, что ставите лайки. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и этому выпуску тоже. Очень благодарен всем, что мы вместе, и за то, что мы, так сказать, онлайн. Хотел... В рубрику «Колобок» люди пишут, понятное дело, да, там определенные вещи, но очень понравился вот этот прикол от Игоря. Шумиленд. Парк развлечений. Используй промокод «Реальный Шуми» и получай скидку 20%. И пишет Игорь, что таких совпадений не бывает, Шелест. Что-то ты так, значит, там в Украине, значит, у тебя есть какой-то Шумиленд. Нет, друзья, к сожалению, Шумиленда у меня нет. Мой Шумиленд это здесь, это с вами, это, так сказать, в комментариях и, собственно, в ваших вопросах. В ваших вопросах и в ваших, в общем-то, историях. Очень благодарен всем за то, что оставили. Уже более 2,5 часов мы в эфире. Давайте буквально из чата трансляции немножко пообщаемся. Да, робот в деньгах не нуждается, это правда. Это точно. Женщина-машина, Зеленский лабубу, сами все сами. Да. Саша, ровно 41 год назад я учился в ПТУ Милит на помощника машиниста электров. Ребята меня так москвича сразу выбрали старостой группы. Они говорили тогда Одесса, мама Ростов, папа сын Мелитополь. Папа пришел. О, какая я, кстати, про сына Мелитополя не слышал ничего. Да. Кстати, правда, ничего не слышал про сына Мелитополя. Да, лабуда у руля. Шелест, добрый вечер. Как думаешь, какие условия в мирный договор? Особенно интересно, что ты думаешь о территориях, что это идет к России. Я думаю, что вот пока, судя по Лаврову, который вышел и выдал на гора вот эту свою сентенцию, что американцы обещали повлиять на Зеленского, но у них возникли трудности. Это означает, что с американцами уже, в принципе, договорились об определенных мирных условиях, и остался только Зеленский. Но вот сегодняшние санкции против Дмитриева, переговорщика, да, это, конечно, показательная история. Зеленский будет это все срывать и очень жестко стараться... вы же видели эту истерику с Орбаном. Это в пятницу я показывал, что нет, говорит, ни капли нефти, ничего через нас не пройдет. А тут раз и санкции сняли с нефтепровода «Дружба» для Венгрии, американские. Причем там тоже очень хитро, потому что американцы говорят, сняли на год, а венгры говорят, бессрочно сняли. То есть там надо будет еще разбираться с этими санкциями, но как бы публично прозвучало. Поэтому тут такой момент. И также с миром.
Мне кажется, уже договорились, а Зеленский просто лопатит, артачится. Это прям видно. Так, если бы Саша был поляком, он бы был Шелест. Да, спасибо, хорошая шутка. Саша, респект, уважение, спасибо большое. Лайки 1 к 7, Александрова 1 к 7. Спасибо большое. Значит, 1 к 7. Неужели Зеленский считает иностранцев идиотами? Думаю, да. Думаю, да, они, ну как, не всех иностранцев, понятно, что они расшаркиваются перед короной Британской империи, кланяются им в пояс, они же там тоже хотят лордов получить каких-то с окружением, а вот, собственно, вот эти моменты, да, ну, как бы над другими могут и посмеиваться, я думаю, да. Так, Шелест, ядерная бимба полетит. Я думаю, что может полететь, но не долетит. Ну, что-то вот они... Что-то вот такое, мне кажется. Они вот подходят к какой-то последней черте. Так, Шелест, когда паспорт РФ получишь? Не планирую паспорт РФ получать. Но, знаете, как бы жизнь такая штука, но я не планирую. И, ну, как... Хотя, смотрите, мой украинский паспорт, его же, ну, как... Ну, это, конечно, тоже цирк. Кирилл Дмитриев и Шелест под санкциями, кто там, Арестович, Мосейчук, Бондаренко, ну, короче, там весь этот список, там Луганский, там куча всех, да, они под санкциями. И с Кириллом Дмитриевым тоже. Это просто какой-то, это нонсенс, понимаете? И поэтому, ну, санкции это означает, что, как бы, возможности паспорта, я же не могу заходить на военных кораблях в территорию Украины, понимаете? Ну, не могу. Не могу, стоит вот этот мой припаркованный в Румынии этот военный корабль, а я в территориальные воды Украины заходить не могу. Как-то так. Как вы думаете, будет ли заморозка фронта в 26-м году и открытие границы? Нет, границы открывать не будут. Не зря они их так залопачивали и застраивали. Я думаю, что этот концлагерь планируется надолго. Причем его потом будут использовать для мигрантов. Никто не задумывался об этой истории, что сюда сошлют всех вот этих мигрантов, которых там по Манчестерам крутят. Ну, как у нас бусификация, там полицейские борются с какими-то там темнокожими мигрантами. Вот этих всех мигрантов, как сделал Трамп, когда только пришел, он же нам показал пример. Значит, Трамп сразу, ой, какой классный дядька в Сальвадоре, вот такой руководитель. Чего? Потому что там самая большая тюрьма, и он туда сослал всех, кого, ну, не хочет, чтобы там был. В Америке. Ну, воду мутил, вот это все. Преступность, нелегалы, вся эта как бы братья. То же самое будет делать Европа в Украине. И вот эти колючие проволоки понад Тисой будут теперь, ну, для них. А украинцев тут так мало и останется. Понимаете? Типа титульная нация в белых городах. А всех сюда сошлют и будут охранять, чтобы в Европу не прорывались. Правда, я очень долго думал, как так? Как так? То есть оттуда выход нормальный, ну то есть ты можешь, а здесь вот прям нельзя пройти, они так замуровались. Правда такое ощущение, что готовят эту границу просто, ну чтобы мигранты не прошли. Поэтому фотоловушки, дроны, тепловизоры и все остальное. Это даже не столько для украинцев и там пацанов, которые перебегают, это на будущее, потому что это стоит денег. Эти тепловизоры, эти дроны, которых не хватает на фронте, эти всякие там, я не знаю, приблуды, примочки, вертолеты, в конце концов. Это вот во время войны прям отстроилось с нуля. Тоже по чьему-то замыслу, очень большому. Саша, ваша думка, Зеленський втече з України, чи це останній військовий стан? Смотрите, мне кажется, что... Ну, это Макгрегор говорит, я думаю, не убежит Зеленский. Я думаю, что, ну, может стать столицу, может перенести. Вот опять, тут же все как. Тут называется болевые пороги, и, как я сегодня приводил в шуме, когнитивные инвалиды, понимаете? То есть, если это вообще просто напрочь, то столицу она будет переносить на Запад, быть какое-то время там. Они, правда, считают, что действительно Украина большая, и условно там перенести столицу в Житомир или куда-нибудь во Львов и править правобережной Украиной можно, понимаете?
И это тоже будет большая страна, которая будет там бороться, помнить границу, и будет типа Зеленский. Но проблема в том, что если это все перенесется туда, то Зеленскому там будет очень плохо. Его быстро как бы снимут. Его быстро собьют. Там другие все равно, другой менталитет, другие подходы. Там очень другие, скажем, такие, традиции политические. Там, мне кажется, ему будет худо и недолго. Но вполне себе, я думаю, что они готовы там оставлять большие территории, но сохранять вот это положение дел. Потому что, опять-таки, там Полтавская область, например, берут и захват. Вообще Полтавская область территориально нифига. Но она, допустим, представим, отходит Российской Федерации. Это же шок, ужас, кошмар и трепет. Но он этого шока, ужаса, кошмара и трепета ждет, чтобы продолжить вот этот остаток людей, будоражить и, в общем, как бы воевать, понимаете? И за счет этого продлевать власть, продлевать деньги. Я не думаю, что он убежит, я думаю, что будет оставлять территории. Но, если честно, то я все-таки еще остаюсь при своем прогнозе, что его заставят те же американцы, и до конца этого года что-то будет решено, подписано, возможно, да, может быть, или начало какого-то подписания. Хотя, если честно, эту версию мою, которой я придерживаюсь давно, этими санкциями против Дмитриева, это, конечно, это правда. Это прям насыпать на хвост соли всему процессу. Но я думаю, что американцы, думающие американцы, они отреагируют должным образом. Так. Шелест, приезжай в Москву, отдохни. Не пройду Шереметьево, спасибо. До последнего украинца. Уже Украину поделили. Зеленский играет роль. Похоже на то. Вы слышали о том, что Александр в 27 году украинцам, которые в Европе, предлагают программу по возвращению в Украину. Даже подъемные деньги будут выплачивать. Да, это периодически по разным странам есть. В Ирландии, по-моему, еще где-то. Прям тебе готовы то ли разово заплатить, то ли помесячно. Вот. Да, есть такие вещи. Возвращайтесь, мол, туда. Но это будет практика. И опять-таки вполне вероятно, что на этот кусок на Западной Украины действительно будут свозить этих мигрантов, добывать редкоземы, строить там что-то какие-то эти американские заводы почему-то. Я думаю, что вот такой путь. А украинцы не нужны, их надо как бы побольше перемолотить. Так, Шелли, что вы думаете о новом разговоре о Евгении Пригожине? Говорят, что он в Венесуэле. Слушайте, не знаю, я не видел этого разговора, что Пригожин в Венесуэле. Ну, пускай будет, чего? Ну, Пригожин в Венесуэле. Отличная тема для многочасовых дискуссий. Что на самом деле никакого переворота и уничтожения не было, никакого подрыва случайного гранатой не было. Это была операция, чтобы замести следы, а на самом деле тайно под чужим именем после пластической операции Пригожин выполняет волю Путина, но уже на других театрах. Красиво, красиво. Но какого Путина? Путин же в холодильнике. Его ж нет. У него ж куча двойников, он в холодильнике. Он же умер уже. То есть, может, Пригожин жив, а Путин умер? Слушайте, это, конечно, такая гордонщина смачная. А потом получится, что пейте мочу, только на кадрах уже не дончане, а полтавчане. Ну, или какие-нибудь там, не знаю, там другие люди. Вот такая вот гордонщина. Так. Мань. Шелест, разве ты не знаешь модели войны? Вот тебе маневр, истощение, наказание. Маневр, истощение, наказание. Таких формулировок я не слышал. Да, спасибо, я этого не знаю. Я этого не знаю. Так, значит... Саня, правда, что унитаз, который насрал от Джоли, будут продавать с аукциона? Ну, это шутка-юмор такая. Там что-то там мальчика этого пиарили, когда первый раз Джоли приезжала. Сейчас это там активно, шутят люди в пабликах. Будут с аукциона. Унитаз из ТЦК. Не-не-не, я думаю, экскурсии надо водить в ТЦК. На этот унитаз. Пришел добровольно
в ТЦК, в Николаевский. Тебя провели, показали. Так сказать, зашел, вдохнул воздух свободы. Погрелся там, где грелась Джоли, посидел, притулился, прикоснулся. А если ухылян, то тебя в соседнюю эту кабинку. Так, значит, Закарпатье чих будет. Посмотрим. Посмотрим, чих будет Закарпатье. Я думаю, что все может очень неожиданно пойти по кочкам. Причем после войны. После войны. Вот закончится, и потом после все как пойдет по кочкам, и там будет весело. Так, значит... Так, кого вы видите наиболее вероятным преемником Зеленского? Ну, смотрите, вполне вероятно, что Залужный это проект. Вообще, смотрите, преемника... Вот давайте честно. Зеленский это, вот, по факту, это преемник Порошенко. Ну, по факту. Ну, то есть, армия Муувиру, он, как бы, да, вот это все... Вот это преемник. Он просто развил... Помните эти плакаты «Или я, или Путин»? Ну, расчет был на то, что... Смотрите, нужно было Порошенко выбирать еще раз, потому что он бы не допустил войны с Путиным, или там как-то по-другому это все было более потужно и классно. Но Зеленский был такой слабый, что проиграл. Ну вот, поэтому «Или я, или Путин». Вот эти были плакаты. Но они сильно выдали базу, их потом быстро убрали перед выборами Порошенко-Зеленский. Но, по сути, я так понимаю, преемника выдвигают, подсовывают уходящему президенту. И тут, судя по всему, в Британии готовят Залужного. Ну, тут Буданов с этим маленьким Трампом на столе. Тоже вроде как тоже, почему бы и нет. Есть, видимо, такие посылы, что должен быть военный человек. Ну, или там, Залужный уже не военный же человек, он уволился. Что? Он посол, дипломат. Дипломат Залужный, понимаете? Доктор философии. Поэтому военный или не военный, или полувоенный. Но есть, судя по всему, вероятность, что будет какой-то военный. И тогда вот все будут держать опять вот этот градус сплоченности и ненависти к России. Потому что нужно дальше, так сказать, продолжать борьбу. Маленькие, гордые, но не сломленные. И Украина не Грузия, здесь не придет какая-то там такая трезвая политическая сила. Просто останется в не таких больших или в малых границах вот это вот образование. На это расчет британский. Но как вывернется с Трампом, который раз санкции снял с Венгрии, а чего? Так он так может раз снять санкции по Крыму, например. Взять и вот по Крыму. Смотрите, эти все санкции, пакеты мы оставим. А вот по Крыму самое первое. Берем и отменяем. И так может выкрутиться. Поэтому Трамп... Вот, мне кажется, что Зеленский очень боится этих сценариев, поэтому... Ведь опять-таки, вы думаете, что свет погас на интервью Guardian сегодня у Зеленского для украинцев? Ну, Guardian, приехал журналист британский. Для британцев он погас сегодня. Смотрите, мол, британцы, мы тут, и я тут тоже страдаю, и я тут тоже, мне тоже не сладко. А украинцы все равно на втором месте. Плевать. Все прекрасно понимают, что есть у всех генераторы, эти дорогущие аккумуляторы, которые могут Вашингтон обеспечить электроэнергией. Все понимают. Значит, да, уважаемые друзья, всем большое спасибо за сегодняшний шум. Очень благодарен за то, что это воскресенье мы провели вместе. Это прям очень и очень здорово. Значит, из того, что важно, кроме там света, который погас, у Зеленского, он заявил еще о том, что Путин оказался в глухом углу на поле боя. Мы дома защищаем нашу страну. Наше общество ее защищает. Наше войско ее защищает.
тело государства защищает себя. Он обещал своему обществу результаты, но не достиг их. Теперь он должен показать достижения. Это рассуждает Зеленский о Путине. Это фрагмент из вот того интервью, где свет погасили. Да, действительно. Роль затянулась. Роль затянулась, и, наверное, правы те люди, которые говорят о том, что гнилые помидоры на сцену пора бросать, но не просто зевакам, а тех, кто в форме, те, на чьем горбу это все происходит, за чьи деньги это все происходит. Деньги имеются в виду ресурсы, кровь, жизни, да? Я имею в виду украинских военных. Пошли слухи, что недовольство растет из-за хаотичного, скажем так, хаотичной манеры поведения Сырского и Зеленского. Разваливается оборона сразу в 3 областях: Днепропетровское, Запорожское, Харьковское направление. Оборона дышит на ладан, резервов нет, а система управления превращается в цепочку запоздалых реакций вместо стратегии. По внутренним оценкам, только за октябрь Украина может, по подсчетам, потерять 600 километров квадратных. Карты не рисуют ничего. За первые дни ноября еще порядка сотни. Мол, на Банковой понимают, что ситуация выходит из-под контроля, но предпочитают делать вид, что все по плану, а в реальности фронт потихоньку осыпается, рушится, и каждый новый брифинг стабилизации звучит как неуверенность, что вообще стратегия есть, и офицеры, которые, на передовой, они недовольны. Это признание Успеновки, очередная стрела в Солодко, вовсю уже отмечается. Тут много было сегодня сообщений и движений у Deep State, по крайней мере. Такое огибающее, перерезающее. Тут, видите, 2 реки, вот здесь, Гуляй-Поле. И вроде как есть вероятность того, что будет переброска вот сюда. И тут это означает, что обход всех вооружений, всех таких заграждений, фортификаций. Солодка, Охотничьи, все на одном поле. Это сегодня, вчера обновили вот эти карты. Но я почему карту показал? По Харьковской области, вот здесь, по Купянску, особенно вот здесь, тут может быть вообще двойной мешок через Оскол. Есть сообщение, что бои уже в Купянске узловом проходят. То есть вот эту карту нам закрашивают по чайной ложке, она уже совершенно не соответствует действительности. То есть Купянск практически пройден, я не говорю пал, но пройден, и бои в Купянске узловом. Песчаное, за него бои, хотя его уже потеряли, сообщают разные источники. То есть здесь прижимают вооруженные силы к реке Оскол, и здесь то же самое. Здесь ниже. То же самое. И параллельным курсом движение на Святогорск, Яровая, Дробышево, уже бои. Ямполь, Лиман. Но мне кажется, что после падения Покровска, еще раз давайте посмотрим на эти петли этого мешка, должна, по идее, активизироваться Константиновка. То есть эти должны подоспеть. Потому что здесь это одно, а цель-то и задача Славянско-Краматорск, то есть надо двигаться вот сюда. Поэтому Константиновка это будет актом номер 2 на Донбассе. А резервы будут стягивать сюда, потому что на юг, в сторону Запорожья, двигаться для того, чтобы оттягивать резервы и решать вопрос Донецкий. Соответственно, тут нависание еще со Светогорска, и, понятно, Купянск и так далее. А ситуация с Волчанском, она специфическая, она вообще мало кем комментируется, но продвижение у реки Волчей есть у Российской Федерации.
И тут конкретно вполне вероятно, вот этот Северский Донец может чисто теоретически, да, в перспективе стать вообще линией разделительной, да, вот здесь по Донбассу и по Харьковской области, плюс Харьков на мушке. Посмотрим, куда еще заведет блокаут. Я думаю, что нас ждут еще более страшные удары и темные ночи. Но если, конечно, я не окажусь прав, и вот этой санкции против Дмитриева и против всех министров Российской Федерации — это реальный псих Зеленского, которого фактически уже вот так ведут, как на поводке, силком, как теленка за стол переговоров. Ну и для того, чтобы присесть, и для того, чтобы теленка положить и нарезать бифштекса. Друзья, всем большое спасибо за сегодняшний воскресный шум. Поставьте лайк, не забудьте, напишите в комментариях, что думаете. И, в принципе, очень интересно читать ваши комментарии по тем или иным темам, которые поднимаются в наших прямых эфирах, в наших стримах. Берегите себя и друг друга. Добра,